Приветствую всех, друзья мои, меня зовут Тимур, а это 100 дней хардкора в Green Hell. С момента выхода прошлого ролика по Green Hell прошло больше года, но тогда это было скорее прохождение сюжета с элементами выживания. С тех пор вышло несколько контентных обновлений, среди которых было и финальное. То есть нового контента не будет, поскольку разработчики переключились на разработку другой игры. Кто не в курсе, что такое Green Hell? Это весьма суровая выживалка, в которой упор сделан на какой-никакой реализм, и особое внимание уделяется деталям и различным мелочам. В этой игре не получится сломя голову бегать по джунглям, пить из лужи, отстреливать все, что движется, и строить особняки, срубив пару деревьев. Нет, эта игра не прощает ошибок. Стоит один раз оступиться, и если вы не знаете, что делать дальше, то скорее всего ваше выживание закончится через несколько минут. Здесь может убить буквально все. Попили из лужи, подхватили паразитов, конец. Получили царапину, вовремя ее не обработали, пошла инфекция, конец. Зазевались, проходя по высокой траве, наступили на змею, получили укус, конец. Съели что-то не то, начали фонтанировать со всех дыр, очень печальный конец. То есть постоянно нужно быть начеку, прислушиваться к звукам, вглядываться в густые джунгли и смотреть за тем, что ты ешь. В связи с этим я решил сделать новый ролик по этой игре. Только на этот раз это будет исключительно выживание. И тут я немного поясню. Дело в том, что контент в игре делится между режимами. Всего их 3. Основной сюжет, дополнение Духи Амазонии и, собственно, выживание. В зависимости от выбора вам будут доступны определенные локации, или точнее карты, различные события, а также интересные места. Например, если выбрать сюжет, то в нем не получится попасть на карты из дополнения. И наоборот, а в выживании и вовсе все карты объединены между собой. Но в нем полностью отсутствуют сюжетные предметы, NPC и даже целые локации. Причем как из основного сюжета, так и из дополнительного. Чуть позже я все покажу. Поскольку я прошел только сюжет, карты из дополнения для меня будут совершенно незнакомы. Этот момент добавлял мне волнение перед началом прохождения. Но чтобы пощекотать себе нервишки еще больше, выживать я буду на сложности зеленый ад. На этом уровне все показатели убывают быстрее. В джунглях будет больше агрессивной живности, аборигенов, но самое веселое, у меня будет всего одна попытка. Если я допущу ошибку и не смогу вовремя реабилитироваться, персонаж погибнет, сохранение удалится и придется все начинать сначала. Ну а вы усаживайтесь поудобнее, берите что-нибудь попить и перекусить, а я расскажу вам очередную историю длиной в 100 дней. День первый. Появился я среди джунглей. Сразу стал осматриваться и собирать все, что плохо лежит. После подбора нового предмета открывается чертеж различных сооружений, в которых этот предмет задействован. Сейчас я сгребал буквально все, что видел. Наткнулся на розовый цветок. Собрать его пока не мог. Нужен хоть какой-нибудь инструмент, чтобы его срубить. Да, персонаж не может просто взять и сорвать его. Реализм. Чуть дальше наткнулся на полуразложившееся тело какого-то животного. С него собрал личинки и кость. Причем после сбора личинок открылся рецепт создания белой краски. Но сейчас моя главная задача вовсе не сбор ресурсов. Главное сейчас это как можно быстрее найти место для базы. Потому что когда герой устанет, ему обязательно нужно будет где-то поспать. А спать на голой земле чревато скорым завершением моего выживания. С большого дерева сорвал лианы. Они в этой игре выполняют роль веревки и используются для связывания буквально всего. Пройдя чуть дальше, наткнулся на упавшие бревна и странные следы на земле, чем-то похожие на колею автомобиля. И тут я вспомнил эти следы. Я видел их во время прохождения сюжета. Если пройти по ним, то в какой-то момент я наткнусь на автомобиль, который опрокинулся в канаву. Там должно быть что-то полезное. Поэтому пошел. Продвигался я максимально аккуратно. Пешочком, то и дело смотря под ноги. Бег для меня сейчас это непозволительная роскошь, поскольку тогда я могу не заметить паука или змею, что притаились в кустах. Рядом с дорогой стояло огромное дерево, на котором росли синие грибочки.
грибочки. Вообще в игре их несколько разновидностей, и все они требуют особого подхода. Какие-то можно есть сырыми, и они устраняют определенные негативные эффекты, а какие-то требуют сушки или даже варки, и только после этого их можно употребить в пищу. Эти синие грибочки можно есть сырыми. Мало того, они выводят из организма паразитов. Собрал все, что росли, и пошел дальше по дороге. Вокруг то и дело ходила различная живность. Тапиры, капибары и мыши. В какой-то момент дорога привела меня к небольшой реке. Здесь бегали крабики. Однако словить их мне пока нечем. К тому же, когда я уже собирался переходить на другую сторону, заметил там аккуратно свернувшуюся змею. Убить ее мне тоже пока нечем, придется обходить. Я немного осмотрелся вокруг, и у меня появилось чувство, что эти места мне знакомы. Поэтому я решил сойти с дороги и пойти в сторону небольшого холма. Чем дальше я отходил, тем отчетливее понимал, я здесь уже был. Вскоре нашел банановое дерево, на котором росли бананы. Первая еда, скоро она мне пригодится. Когда поднялся на холм, внизу увидел крышу какого-то здания. Пошел к ней. Оказалось, что я вышел к рыбацкой пристани, тому месту, где я какое-то время выживал во время прохождения сюжета. Это было просто офигенно. Здесь есть все необходимое для начала выживания. В ящике рядом со столом нашел железный топор и мачете. Мало того, здесь есть сразу 3 спальных места, так что мне даже не придется заморачиваться созданием кровати. Рядом было кострище. С него собрал уголь и открыл различные чертежи самого костра. Рядом с остатками лодки лежала парочка закусок. В отличие от всей остальной еды в игре, это не портится. Схемы и чертежи в этой игре открываются разными способами. Часть можно найти, как я уже говорил ранее, собрав определенный ресурс, а другую часть можно открыть только находя уже готовое сооружение по типу кострища или вот такого водяного фильтра. Открыть схему создания можно просто подойдя к нему. На другой стороне реки заметил черепаху. Это не только источник мяса. Ее панцирь можно использовать в качестве емкости для сбора воды. Но когда я к ней подошел, оказалось, что для разделки требуется нож. Топор или мачете для этого не подойдут. Ладно, разберусь с этим позже. Решил немного осмотреться среди этих бамбуковых зарослей. Нашел еще фруктов и срубил куст малинерии. Это растение необходимо для создания листовой повязки. Это местный аналог бинта. С одного куста можно собрать сразу 3 штуки. Поднявшись чуть выше на холм, обнаружил брошенный лагерь. Здесь стояла бамбуковая коптильня, чертеж которой сразу пополнил мою коллекцию. Факел, кокосовая миска, а также немного испортившихся продуктов и 3 зеленых кокоса. При помощи веревки и найденной здесь же бамбуковой палки скрафтил лук. После этого открылась целая куча чертежей. И бамбуковая духовая трубка, и дротики, и каменный топор. На всякий случай взял с собой еще один кокос. Они очень нужны для выживания, причем на всех этапах. Во-первых, в каждом кокосе есть определенное количество воды. Во-вторых, целый кокос можно использовать для создания бидона, в котором можно хранить питьевую воду. В-третьих, с него можно добыть мякоть и съесть. А в-четвертых, получившиеся кокосовые чаши можно выложить на землю и использовать для сбора дождевой воды. Прошел чуть дальше вдоль скалы и с левой стороны обнаружил вход в пещеру. Вошел внутрь. В таких пещерах обитают змеи и скорпионы, поэтому ходить нужно максимально аккуратно. Прошел немного дальше и вышел к небольшому лагерю. Здесь стояло среднее бамбуковое убежище. Вокруг валялись бревна, палки, пара кокосов, а также банка консервов. Она, так же как и закуски, не портится со временем. Больше ничего интересного тут не было, поэтому пошел обратно к пристани. По дороге нашел растение табака, срубил его. На базе выложил все найденные кокосовые миски на землю. Во время дождя они будут наполняться чистой питьевой водой, поскольку воду из реки пить опасно. Рядом с пристанью стоял садок из палок, в который уже попался окунь. Пока я не начал охотиться, этот садок будет обеспечивать меня свежей рыбой. Раскрыл ежедневник и принялся изучать. Все, что я буду находить на протяжении всей игры, будет заноситься сюда. Чертежи, заметки о растениях, болезнях, все. Причем игра не говорит, какие эффекты можно получить при употреблении растений или грибов. Все придется испытывать на собственной шкуре. И только после этого заметка об эффектах появится в ежедневнике. Помимо заметок в нашей книжечке собраны чертежи всех строений, а также известных инструментов. Первым делом поставил костер с каменным кольцом вокруг. На этих камнях можно будет жарить мясо или варить супчики, используя кокосовые миски или черепаший панцирь. Стоит сказать, что все строения, начиная от костра и заканчивая фундаментом, стенами и потолком, создаются в несколько этапов и требуют достаточно много ресурсов. Например, для простого костра нужно собрать 7 коротких палок и 8 обычных, учитывая, что всего я могу носить с собой максимум 10 палок каждого вида. Чтобы разжечь костер, создал огненный лук. Рецепта его создания не было в книжечке, однако я помнил это с сюжетного прохождения. Понадобился
Понадобился всего лишь обыкновенный лук, короткая палка, камень и доска, которую добыл из бревна. Чем разжечь огонь? Есть. Осталось только собрать все камни до палочки. Для этого я рубил коряги, лежавшие на берегу. С одной такой получалось 2 бревна, а с каждого бревна 4 палки и доска. Сам костер готов, осталось принести камней. С правой стороны от пристани лежал огромный валун, и это, видимо, спавнер камней, поскольку пока я разбирал большой камень на 3 маленьких, буквально у меня на глазах появился новый. Пока я возился с костром, пошел дождь, и все миски стали наполняться водой. Когда солнце практически зашло, костер был готов. Чтобы его разжечь, нужен уголек. Срубил ближайшую пальму. Кроме бревен и листьев, с нее выпадает волокно, которое я использовал в качестве трута при добыче огня. Вместо волокна можно использовать птичьи гнезда или сушеную траву. Они тоже отлично сойдут для разжигания. Огонь я развел вовремя. Солнце уже зашло, и на джунгли опустилась тьма. Забегая вперед, скажу, что в моменты, когда день сменяет ночь и наоборот, абсолютно ничего не видно. Только когда поднимается луна, можно что-то разглядеть. И то, ночью по джунглям лучше не бродить. Разделал пойманного ранее окуня. Получил его филе и 3 рыбных кости. Это очень полезный предмет, который нужен только в одном случае. И позже я покажу в каком. При помощи пустого кокоса и веревки сделал бидон. Теперь можно будет носить с собой немного питьевой воды. Проверил запасы провизии. У оранжевых фруктов срока годности оставалось всего 8 часов. Не было смысла ждать утра. Они бы испортились. Поэтому заточил их. Мясо окуня зажарил на костре. А поскольку шкала энергии моего персонажа опустилась до 30%, решил никуда не ходить и лечь спать в гамаке. День 2. Проспал я до 5 утра. Когда проснулся, костер еще горел. Нужно постоянно его поддерживать. Это будет менее ресурсозатратно, чем каждый раз создавать новый. Подкинул досок в огонь. Приступил к завтраку. И тут стоит сказать пару слов о потребностях нашего героя. В отличие от остальных выживалок, здесь нашему герою мало просто вкинуть в себя что-то съестное. Нужно соблюдать определенный рацион. Всего у героя 4 показателя. Белки, жиры, углеводы и вода. Дефицит хотя бы одного из этих элементов приводит к существенному снижению запаса энергии и здоровья. Белки можно восполнить, употребляя мясо и рыбу. Углеводами наполнят все фрукты без исключения. А жиры поступают вместе с орехами и жирненьким мясом. Разные продукты восстанавливают разное количество показателей. Например, банан восстанавливает 25 единиц углеводов, а оранжевые фрукты, что я заточил вечером, всего 6. Зато вместе с этим восстанавливают водный баланс. Так что для обеспечения нормального питания придется заморочиться. Ночью в садок попался еще один окунь, которого я сразу же зажарил. От срубленной пальмы осталось много листьев. Со временем они не пропадают, так что нужно было либо сложить их куда-нибудь, либо уничтожить. Решил собрать их в кучу, построить хранилище и поместить их все туда. Но пока собирал листья, обнаружил сюрприз. Из стопки, что я держал в руках, вылезла многоножка. Я сразу бросил листья и точным ударом топора завалил эту незваную гостью. Такого я раньше не видел. Получается, что нужно смотреть не только под ноги, а еще и за тем, что ты несешь в руках. Забегая вперед, скажу, что многоножка будет появляться достаточно часто. Обнаружить ее можно по характерному звуку, который ни с чем не спутать. И если не успеть среагировать, то она ужалит вас, чем вызовет отравление и лихорадку, от которой придется отходить около суток. Приступил к строительству базы, однако начать решил не с фундамента со стенами, а с грядок. Первым делом нужно обеспечить себя стабильным потоком свежих фруктов. Не хочется каждый раз при необходимости бегать по джунглям в поисках бананов и орехов. Все необходимое будет расти в шаговой доступности. При помощи бревен, добытых из валяющихся коряг, соорудил первую грядку. Пришлось пожертвовать одним бананом, чтобы добыть из него семена. Их я посадил на этой грядке. Теперь остается все это полить, удобрить, и скоро у меня появится собственное банановое дерево. Рядом поставил еще 5 грядок. Сами деревья вырастут быстро, а вот первые плоды придется, конечно, подождать. Следующие несколько часов ушли на строительство грядок, пока в какой-то момент рядом со шкалой здоровья не заметил значок лупы. Если она появляется, значит необходимо немедленно себя осмотреть. Да, время от времени придется осматривать свои конечности, потому что к ним будут прилипать пиявки. В этот раз на левой руке сидели 2 штуки. Если их не снимать, у нашего героя будет стремительно снижаться здравомыслие. И если оно упадет ниже половины, начнутся галлюцинации. Будут приходить аборигены, нападать хищники, короче, ничего хорошего. Недалеко от лагеря нашел мертвого попугая. Халявное мясо и перья. На базе срубил молодое банановое дерево. При помощи его листьев и 2 веревок сделал себе некое подобие брони. Она же броня из листьев. Повторил это действие еще 3 раза. И теперь я полностью облачен в листовую броню. Не знаю, что она
выдержит. Но раз называется броня, значит что-то должна. Оставшиеся листья сбросил в кучу к остальным. Заточил кокосовую мякоть, восполнив тем самым немного жиров и углеводов. Оставшуюся кокосовую миску поставил рядом с костром, буду варить в ней супчики. Разобрал найденного попугая на запчасти. Получил кусок мяса и 7 перьев. Объединил их с короткими палками, в результате чего скрафтил 3 стрелы. Кстати, все предметы делаются поштучно. Нельзя сделать сразу, например, пачку стрел. Теперь у меня есть оружие дальнего боя. И если что, я смогу дать отпор нападающим. К тому же, теперь я могу охотиться. Прошедший дождик полил мои грядочки. А когда в рюкзаке испортились собранные грибочки, открылся чертеж компостной ямы. В ней можно будет делать удобрения. Через некоторое время доделал стойку для листьев. Но оказалось, что в нее можно поместить всего 36 штук. Это было мало, но тратить ресурсы на создание еще нескольких таких стоек я не хотел. Поэтому решил, что либо буду собирать листья в кучу, либо оставлять лежать на земле. До самого вечера я собирал лианы и таскал бревна для строительства грядок. Ближе к вечеру нашел куст хосты. Это тоже целебное растение, из которого можно сделать лечебные повязки. Когда возвращался на базу, встретил капибару, которая подошла ко мне так близко, что я без проблем смог первым же выстрелом из лука попасть ей в голову. Но для разделки туши по-прежнему требовался нож. Пришлось выбросить факел, чтобы освободить слот для ножа. Забегая вперед, делать это было совсем не обязательно, поскольку для ножа на рюкзаке есть отдельный слот. Вот он. Но в этот момент я о нем совершенно забыл. Самый простой нож делается всего из 2 камней, поэтому я быстренько его соорудил и освежевал капибару. С нее получил 6 костей и 4 куска мяса. Вдобавок у меня случился перегруз. Всего наш герой может переносить 50 килограмм. Это фиксированное значение, которое никак не получится увеличить. Стоит превысить грузоподъемность всего на 100 грамм, и персонаж начинает буквально ползти как черепаха. Если в этот момент на вас кто-нибудь нападет, то высока вероятность того, что на этом выживание закончится. Хорошо, что в этот раз я оказался совсем рядом с лагерем, так что потихоньку донес все до костра. Подкинул дровишек, выложил все кости на землю, складывать мне их было некуда, а носить с собой совершенно нерационально, поскольку одна кость весит почти 1,5 килограмма. Скрафтил еще листовых повязок, этого добра всегда должно быть как минимум 6 в инвентаре, и желательно разных. Тем временем солнце уже зашло. Еды у меня было достаточно, как минимум на 2 суток должно хватить. Поэтому я решил поэкспериментировать. Мясо попугая положил жариться на камни, а в кокосовую миску вылил воды и добавил кусочек мяса капибары. И пока супец наваривается, продолжил строительство грядок. Пока таскал бревна, наткнулся на дерево, с которого собрал неизвестные плоды. Один такой восполнял 16 единиц углеводов и 8 водного баланса. Но у них было еще одно чрезвычайно полезное свойство. Они, так же как и синие грибочки, могут выводить из организма паразитов. Добыл из них семена и засадил еще 2 грядки. Итого у меня 3 грядки с бананами и 2, так скажем, с антипаразитарными фруктами. Супец оказался просто шикарный, только он почему-то называется суп с личинкой. Видимо, косяк с локализацией. Короче, если я нахожусь на базе, лучшее блюдо для меня это супец. В дорогу его взять не получится, а находясь на месте, это самое то. Перед сном загасил еще парочку попугаев, добыл перьев и завалился спать. День 3. Утро началось как обычно. 5 утра, костер, дрова. С мясом нужно было что-то делать, поскольку до вечера оно не доживет. Поэтому 3 куска разложил жариться, а 4-й пошел в суп, которым сразу и позавтракал. Рядом с этой пристанью обитают куча попугаев, так что добыть перья для стрел не составляло особого труда. Железный топор, найденный здесь, постепенно приходил в негодность. Скоро придется крафтить его самому. Зато, когда орудуешь топором, прокачивается соответствующий навык. Да и вообще все, что вы делаете в игре, прокачивает свой навык. Свежевание животных, создание предметов, владение ножами, топорами, луками и так далее. Чем выше уровень навыка, тем прочнее будут инструменты. Меньше будет расходоваться выносливость, а также будет больше урон. На рассвете все грядки были готовы. Для получения удобрений решил создать компостную кучу. В нее можно сбрасывать практически все. Испорченные продукты, листву и даже кости. После чего спустя некоторое время получается шикарное удобрение для растений. Пока занимался этой кучей, совсем забыл, что у меня на костре жарилось мясо. В итоге, когда я про него вспомнил, оно уже обуглилось. Есть такое мясо тоже не рекомендуется. Поэтому отправил его на кучу. Глянул остальные чертежи. Чего тут только нету. И стойки для брони, и подъемники, и сани для перевозки ресурсов по типу тех, что были в Форесте. Короче, круть. Поставил парочку стоек для веревок. Я почему-то решил, что они спасут меня от постоянной беготни в поисках этих лиан. Спойлер, я ошибался. На берегу рос куст. На нем висел неизвестный плод. Он не портится со временем и является источником большого количества макроэлементов. К обеду одна из стоек была готова. Осталось только ее заполнить. А в нее
нее помещается 30 веревок. Немного почистил территорию вокруг базы от кустов и внезапно на противоположном берегу реки заметил аборигена. Он был настроен агрессивно, но прикол в том, что так же как и в Форесте, они не умеют плавать. Так что спастись от них можно в воде. Этого же бедолагу я потушил за 2 стрелы, и то только потому, что первой случайно промазал мимо головы. Он, кстати, принес мне новый деревянный нож на замену моему каменному. С этого воина можно собрать трофей, но это оказался не совсем трофей. Ты просто разбираешь его на запчасти, мясо, кости и череп. Свежевание, кстати, всегда поднимает уровень загрязненности на несколько пунктов, так что после этого нужно тщательно помыться. Получается, что это был первый набег на мою базу, только игра неудачно заспавнила атакующего, так что нападение провалилось. Загрузил все полученные кости и человеческое мясо в компост, добавил зеленых листьев, чтобы удобрение начало производиться. Оказывается, что в игре теперь есть чистокол, заборы, ворота и даже обзорная платформа. Прикольно. Можно оградить свое убежище от аборигенов. Только я не уверен, что этот забор сильно поможет. Рядом с камнем воткнул стойку для коротких палок, потому что со срубленных деревьев их собралось достаточно много. Сюда помещается 50 штук. Когда солнце село, лег спать. День 4. В этот раз подъем случился в 3 часа ночи. Просто потому, что я лег раньше. Пока солнце не взошло, собирал веревки, палки и заполнял ими хранилище. Пришло время начинать строить базу. Первым делом нужно построить сани, чтобы таскать кучи бревен и палок было быстрее и удобнее. Когда завершил сани, поставил над костром бамбуковую коптильню. Копченое мясо хранится почти на 2 суток дольше, чем жареное. Мне очень повезло, что в этом месте собраны практически все ресурсы. С одной стороны реки растут пальмы, а с другой бамбук. Так что проблем со строительными материалами быть не должно. Скрафтил новый топор, поскольку предыдущий уже сломался. Нарубил бамбуковых палок и заполнил ими сани. Сани делятся как бы на 2 половины, так чтобы можно было перевозить 2 вида ресурсов. В них помещается 30 длинных палок и 9 бревен. Посреди этой реки был небольшой островок. На нем тоже был огромный валун. Именно здесь и будет моя база. Она будет на воде, а значит аборигены до нее не достанут. К тому же с обеих сторон до этого островка есть тропы, где воды по колено, а значит не придется плавать и можно будет спокойно носить ресурсы для строительства и даже таскать сани. Поэтому почистил территорию островка от кустов и коряк. Построил вторую компостную кучу. Я не знал, что удобрения работают достаточно долго, поэтому решил, что у меня должен быть небольшой их запас. Поставил еще 2 небольшие грядки. В них буду выращивать кустики с оранжевыми фруктами. К тому времени, как я заполнил всяким мусором вторую кучу, в первой уже было готово удобрение. Сразу удобрил все грядочки. Посадил семена кустиков на новые грядки. В игре, кстати, статистика показывается весьма удобно. Достаточно поставить игру на паузу, после чего будет показано, сколько дней прожито, сколько километров пройдено и сколько раз отрыгнуто. Не знаю, зачем добавлен последний пункт, но, видимо, ради прикола. Добытый с аборигена череп решил пока оставить. По моей задумке, на базе будет отдельная комната с трофеями, в том числе и всех аборигенов, что мне удалось одолеть. Эх, знал бы я, сколько их будет. Поскольку весь день особо физически не напрягался, с наступлением ночи у персонажа было чуть больше половины выносливости, так что можно было подзабить на сон и продолжить строительство. Однако игра внесла свои коррективы. Оказалось, что у отсутствия сна тоже есть свои последствия. У персонажа начинает развиваться бессонница. Она снижает здравомыслие и ускоряет расход энергии. Чтобы убрать этот негативный эффект, нужно поспать больше 4 часов. Пришлось немедленно идти спать. День 5. В этот раз проспал до 11 утра. Позавтракал супчиком из попугая и приступил к разметке фундамента. Специально для размещения на воде в игре предусмотрен плавучий фундамент из бамбуковых бревен. Нужно было разместить его ровно по центру, чтобы расстояние до обеих берегов было приблизительно одинаковое. Приступил к строительству. Хоть все материалы и были под боком, больше всего времени уходило именно на сбор, а точнее сбор лиан, потому что они используются для скрепления буквально всех элементов конструкции. Только на скрепление фундаментных бревен нужно 9 штук, и это не считая пола, каркаса для стен и потолка, ну и собственно самих стен и потолка. Короче, чтобы построить элементарный кубик 2 на 2 метра, нужно капец как много ресурсов. К обеду первая ячейка фундамента была готова. Пока собирал очередную порцию веревок, наткнулся на броненосца. Попробовал умертвить его при помощи лука, но, как вы понимаете, пробить его шкуру оказалось не так-то просто. К тому же он оказался весьма резвым, и после первого выстрела быстренько удрал. Я собрал выпущенную стрелу обратно и заметил, что у персонажа практически не осталось выносливости. Все-таки таскание бревен отнимает куда больше сил. Дошел до гамака буквально на последнем издыхании. Не стал спать
до упора и проснулся 7:30 вечера. Нужно было подкинуть дровишек в костер и достроить коптильню. Готово. Сразу закинул коптиться кусок попугая, после чего снова завалился спать. День 6. На рассвете решил прогуляться вдоль берега в поисках черепахи. Нужно было раздобыть панцирь. В него помещается в 3 раза больше воды, чем в кокосовую миску. Заодно и мясо раздобуду. Буквально сразу нашел того, кого искал. Но рядом с ней из воды на берег вышел черный кайман. Передвигается он медленно, а чтобы его убить, нужно всего 2 стрелы в голову. Освежевал черепаху, а за ней разделал и каймана. После чего случился такой лютый перегруз, что я едва ли мог ходить. Но торопиться мне было некуда, так что потихоньку понес все на базу. Мясо каймана выложил на коптильню, а кости пошли в компостную кучу. Черепаший панцирь поставил под фильтр для воды. На грядках тем временем поспели первые бананы. Заточил парочку и продолжил строительство базы. Настала очередь пола. Решил, что все стены, пол и потолок у меня будут из бамбука. По сравнению со всеми остальными материалами, он выглядит максимально аккуратно и красиво. Первая платформа готова, начало положено. Следом пошел каркас, а за ним потолок. И с этим, кстати, связана интересная механика. Дело в том, что сохранять игру можно только в убежищах, либо под вот таким навесом. По-другому не сохраняется. И если вам вдруг срочно нужно выйти из игры, а убежища у вас нет, то придется быстренько им обзавестись, либо начинать все сначала. Так что только сейчас у меня получилось первый раз сохраниться. Несмотря на то, что на дворе был полдень, энергии у моего персонажа практически не осталось. Нужно было немного передохнуть. Проснулся ближе к вечеру, пробежался по джунглям и нашел орехи. У меня для них как раз есть свободные грядочки. Продолжил строительство фундамента. У меня в голове уже был приблизительный набросок, как будет выглядеть моя база. Она будет чем-то напоминать корабль, поэтому по обе стороны от основной платформы разместил треугольный фундамент, чтобы сделать скосы. Ночью мясо в коптильне приготовилось. Теперь оно может храниться 4 суток и ничего ему не будет. Соорудил каменную ловушку, исключительно из любопытства. Хотелось посмотреть, что можно в нее поймать. После этого отправился спать. День 7. На деревьях созрели зеленые плоды. Совсем забыл про каменную ловушку. Она к этому времени сработала. Когда я к ней приближался, раздавался звук, который бывает, когда где-то рядом паук. Но я почему-то думал, что он где-то у меня под ногами. Даже на камень запрыгнул, чтобы он меня случайно не ужалил. И стал рассматривать землю вокруг, но кроме лягушек никого не было. И тут до меня дошло, что звук доносится из-под камня. Видимо, ловушка поймала паука. Так и оказалось. Пока паук был под камнем, он был живой. А когда я его проверил, выпала уже тушка. Не стал трогать его руками и просто уничтожил. Пока собирал веревки, из кустов на меня вышел броненосец. Видимо, из-за листвы он меня не видел. Я попробовал рубануть его топором, но он свернулся в клубочек. И появилась возможность схватить. Оказывается, это значит, что наш герой связывает бедолаге лапы, чтобы он не смог убежать, и можно было взять его и перенести туда, куда надо. Как только взял его на руки, он стал кричать. Но вместе с этим открылся чертеж загона. Понес его на свой островок. Я решил, что если принести его туда, то он просто физически не сможет оттуда сбежать. Пойманная животина есть, поэтому я сразу же решил построить загон. Места для него нужно не очень много, но в джунглях найти более-менее пустую полянку довольно проблематично. Повезло, что чуть правее пристани на небольшом холме оказалась чистая ровная полянка. Как будто специально было сделано для размещения загона. Через пару минут загон был готов, после чего открылись чертежи кормушек и поилки. Поставил их все в ряд с одной стороны. Правда, для строительства поилки нужен был глинобитный кирпич, которого у меня еще не было. Но это не проблема. Подошел к реке, взял в руки речную глину, после чего открылись все чертежи, связанные с ней. Первым делом поставил корыто для глиняного раствора. Разместил его прямо у воды, чтобы не бегать далеко. Пока таскал бревна для завершения корыта, заметил, что броненосец, которого я оставил на островке, куда-то пропал. Осталась только веревка, которой я его связывал. Интересно, куда же он свалил? Похоже, для животных, в отличие от аборигенов, вода не является непреодолимым препятствием. Снова устал, пришлось отправляться на обеденный сон. Строительство продолжил уже ночью. Рядом с хранилищем палок поставил печь для производства угля. Она мне пригодится в дальнейшем, когда я буду переплавлять железную руду. Заточил мясо каймана. Оказалось, что оно восполняет только протеины. И то, не сказать, чтобы прям много. Такая себе еда. Учитывая, что один кусок весит почти 3 килограмма, а мясо капибары восполняет в 2 раза больше тех же протеинов, не считая остальных макроэлементов. Все это время я крафтил острые каменные топоры. В отличие от обычных, урон у них больше. А для крафта всего лишь нужно было добавить дополнительный камушек. Завершил строительство корыта для глиняного раствора. Взял 2 куска речной глины, добавил золы, которую добыл из угля, дождался, пока все это дело смочит дождем, и руками все это замесил.
замесил. Получилось 6 глиняных кирпичей. 3 использовал для глиняной печи и 2 для завершения поилки. Печь заполнил досками и палками, после чего добыл уголек и все это поджег. Через некоторое время из всей загруженной древесины получится 15 штук угля и 3 горочки золы. День 8. Запас жиров у моего персонажа упал до нуля. Нужно было срочно заточить какие-нибудь орехи или жирного мяска. Совсем рядом с пристанью бродил очередной броненосец. Решил попробовать его поймать. Взял лук, выстрелил в него и сразу же за ним побежал. Он, само собой, стал удирать. Тогда я выстрелил еще раз на ходу. Когда стрела попадала по нему, он останавливался буквально на полсекунды. Мне этого хватало для того, чтобы сократить разрыв. И когда я выстрелил в третий раз, он оказался буквально у меня под ногами. И ему ничего не оставалось, кроме как свернуться в клубочек. Связал его и понес в загон. Положил на землю, развязал, после чего он снова свернулся. Немного заполнил кормушку фруктами. И как только вышел из загона, рядом заметил еще одного броненосца. Чтобы поймать этого, хватило всего одной стрелы. Теперь их у меня двое. Собрал все фрукты, что росли на моих грядках, чтобы заполнить кормушку. Кстати, лучше всего заполняет оранжевые фрукты. Пока собирал бананы, чуть не наступил на паука. И вот скажите, сможете заметить такую мелочь в траве, пока бежите по джунглям? Снова сбегал на берег. Решил разжиться еще одним панцирем. Пока разделывал черепаху, услышал, что на берег выползает очередной кайман. 2 стрелы, и вот он уже мертв. Не стал его разделывать, просто потому что выносливости у меня осталось очень немного. С перегрузом я точно не дойду. Поэтому забрал обратно обе стрелы и побежал в кроватку. Проснулся ночью, подкинул дровишек в костер. Забегая вперед, практически до самого конца выживания я буду перетаскивать ресурсы по одной штучке. Не допускайте моих ошибок. Зажав кнопку Alt, можно перетаскивать сразу всю стопку. Вместе с этим узнал, что пальмовые листья можно целиком закидывать в компостную кучу. Нет необходимости перед этим перерабатывать их в маленькие листья. Поймал 3-го броненосца и принес его в загон. Всего у моих питомцев 3 параметра: голод, жажда или гидратация и доверие. Если в поилке всегда будет вода, а в кормушке еда, показатель доверия будет потихоньку расти. И тогда со временем они не будут сворачиваться в клубочек при моем приближении. Мало того, когда доверие превысит 50%, если в загоне находятся самец и самка, они начнут размножаться. Так что в теории можно обеспечить себе бесперерывный поток мяса и брони. Звучит очень хорошо, но нужно посмотреть, как будет на деле. Заметил, что у 2 особей, которые находятся здесь уже какое-то время, показатель голода постепенно убывает, хотя кормушка с фруктами почти полная. И тут я вспомнил, что есть вторая кормушка, насекомые. Видимо, броненосцы питаются всякими жучками-паучками. Поставил ее чертеж рядом с поилкой и пошел спать. День 9. Утром отправился на охоту. Все-таки, чтобы восполнить жиры, легче было убить капибару, чем бегать по джунглям в поисках орехов. Однако первая попытка оказалась неудачной. Из-за того, что навык владения луком у меня пока не очень, когда персонаж натягивал тетиву, прицел начинало водить в разные стороны. От этого попасть точно в голову было проблематично. Во второй раз получилось куда лучше. И вот я уже, груженный свежими костями и мясом, возвращаюсь на базу, то и дело оглядываясь по сторонам. Потому что на меня в любой момент может напасть пума, леопард или ягуар. По дороге наткнулся на куст. Выглядел он точно так же, как тот, на котором растет полезный продолговатый плод. Только на этом был цветок. Я решил, что не будет ничего плохого, если его заточить. Увы, я оказался неправ. Цветок восстановил 15 углеводов, но вместе с этим я заработал пищевое отравление. Вследствие чего моего героя сразу же стошнило. Этот негативный эффект можно быстро устранить, приготовив один из супчиков. Но тогда я про него не знал. Поэтому просто ждал, когда отравление пройдет само. 3 куска мяса сразу же ушли в коптильню, а один оставшийся кусочек пошел на суп. Кости и череп выложил на землю. После сытного обеда жиры немного восстановились. Сил прибавилось, а значит можно продолжать строительство базы. В процессе оказалось, что я немного неправильно разместил платформы. Вернее так, я разместил не те платформы. Из-за моего нежелания делать квадратную коробку, теперь придется на протяжении всей базы по обе стороны размещать треугольный фундамент. По-другому все выровнять просто не получится. Пришлось разбирать квадратные каркасы, которые я разместил ранее. Благо, пока они находятся на этапе чертежей, разобрать их можно без штрафа, и ресурсы вернутся в полном объеме. В противном случае пришлось бы разрушать все топором, и я потерял бы большую часть затраченных ресурсов. Разместил все как полагается. Таскал бамбуковые бревна на стройку до самого вечера. Вспомнил, что так и не доделал кормушку для броненосцев. Загрузить ее было нечем. К тому же персонаж уже устал. На гнилом пне нашел пару личинок, которые положил в кормушку. Уже было лег спать, но внезапно на меня вышел абориген-копейщик. Энергии у меня хватило на один выстрел, который попал ему точно в голову. Разобрал его на запчасти, позже отправлю все это в компостную яму. Наконец-то лег спать. День 10. Проснулся около 3 часов ночи и сразу
заметил на противоположном берегу еще одного аборигена. Это было ожидаемо, учитывая то, что аборигены не нападают поодиночке. Пошел его валить, но он внезапно увернулся от моей стрелы и в ответ бросил в меня ульем. Вылетели пчелы и стали меня жалить. В таком случае стоять на месте нельзя, нужно срочно выйти из зоны поражения, иначе пчелы закусают. Когда они исчезли, я послал очередную стрелу, на этот раз точно в голову. Когда вернулся в лагерь, увидел, что мой костер впервые за все это время погас. Собрал уголь и золу, что остались, и зажег новый костер. Созрели первые орешки. В каменную ловушку попался еще один паук, которого я сразу же скормил броненосцем. Я выяснил, чем кормить моих питомцев. Но вот проблема, где найти насекомых в таком количестве? Пошел на их поиски. С камня возле реки собрал улитку. Мало ли она тоже пойдет в качестве еды. Прошел дальше по берегу и нашел новую живность – пекари. Она тоже отправится в коптильню. Правда, по частям. Вернулся к загону, но оказалось, что улитка в качестве корма не подходит. К этому моменту костей возле костра собралась небольшая кучка. Что с ними делать, кроме как добавлять в компост, я не знал. Продолжил строительство плавучей крепости. Пока собирал веревки, грохнул еще одну капибару. Принес мясо к коптильне и, чтобы освободить место, заточил один из готовых кусочков. Но перед этим забыл помыться, в результате чего подхватил паразитов. Быстренько помылся в реке и сбегал к большому дереву, чтобы заточить синий грибочек. Вуаля, паразитов как не бывало. Через некоторое время завершил каркас и стал размечать его дальше. Заодно разместил каркас для стен и крыши. Таскал бамбук до глубокой ночи. Скормил броненосцем очередного паука, причем он просто моментально испарился. Каменная ловушка периодически ловила пауков, несмотря на то, что на берегу они в принципе не водятся. Поэтому решил, что каменная ловушка работает как спавнер. Ну то есть независимо от того, где она размещена и какие вокруг водятся гады, она периодически будет срабатывать и ловить пауков. Поэтому решил разместить 3 таких ловушки прямо рядом с загоном, после чего пошел отдыхать. День 11. Прибрался в загоне, ловушки стали работать. За раз поймал сразу 3 пауков, но их, конечно же, хватило ненадолго. Вы только посмотрите, как быстро пустеет кормушка. Но самое веселое то, что один такой паук восполняет где-то 3-5% голода. Это ж сколько их нужно, чтобы прокормить сразу 3 броненосцев. Весь остаток дня рубил бревна и кидал палки в телегу. Хоть день и длинный, очень много времени уходит на то, чтобы собирать ресурсы. Довести их до базы, разгрузить все на нужные места и сначала. Еще и веревки эти, которых нужно просто сотни. День 12. После завтрака понял, что разводить броненосцев у меня не получится. Уж больно прожорливые. Пусть лучше на воле пасутся, а я буду на них охотиться. Вместо этого заведу капибар. Они милые, в них много мяса, к тому же питаются фруктами, а не насекомыми. Вот только чтобы их поймать, нужна бамбуковая духовая трубка. А также специальные дротики, которые могут эту капибару усыпить. Если с бамбуковой трубкой проблем не возникло, то вот с дротиками уже сложнее. В качестве снотворного используется яд лягушки-древолаза. Специально для нее поставил растяжку. И это, если что, не ловушка. Сама она лягушку не поймает. Сюда ее нужно поместить, причем живую. А как это сделать? Конечно, поймать ее голыми руками. Вот только после этого действия считай, что весь день пойдет на смарку. Потому что на восстановление от полученной лихорадки и отравления уйдут сутки. Поэтому решил ловить лягушку вечером, когда выносливость и так будет на исходе. А пока скрафтил 2 комплекта дротиков, ударно потрудился на своей стройке, а вечером пришло время ловить лягушку. Далеко идти не пришлось. Эти древолазы с первого дня скачут по берегу реки. Как только взял ее в руки, получил 5-й уровень отравления и 1-й лихорадки. Сразу вставил ее в растяжку. На левой руке появилась отравленная рана, которую я сразу перевязал повязкой с табаком. Теперь можно отправляться спать. Так все негативные эффекты пройдут быстрее. Перед сном немного почитал про отравленные раны. Ничего нового не узнал. День 13. В 3 часа ночи проснулся как огурчик. Ни отравления, ни лихорадки. Красота! Единственное, сильно мучил сушняк. Пришлось опустошить почти все емкости с водой, чтобы напиться. Впервые потушил броненосца, что бегал рядом с пристанью. После того, как он свернулся в клубок, я 7 раз ударил его мачете. После чего он умер. С него получил мясо, а также панцирь, из которого можно сделать весьма прочную броню. Надел ее на левую руку. Оказалось, что из костей также можно сделать броню. Защищать она будет по-любому лучше обычных банановых листьев, которые на мне сейчас. Понадобилось всего 3 кости, банановый лист и 2 веревки. Заменил броню еще на 2 конечностях. На левую ногу, увы, не хватило костей. Измазал дротики ядом лягушки-древолаза. Ее, кстати, хватает всего на 15 дротиков, после чего нужно менять лягушку. Но, я думаю, 10 штук мне хватит. Срубил пальму, чтобы добыть дров для костра. Игра выдала предупреждение, что если я срублю пень, то пальма на этом месте больше не вырастет. Забегая вперед, скажу, что пальмы, срубленные на первый день моего выживания, не отрастут даже к 100-му дню. Так
так что можно их смело срубать. А вот тонкие деревья, из которых выпадает куча палок, действительно очень быстро вырастают обратно. Вооружившись бамбуковой трубкой, вышел на охоту. Нашел жертву, выстрелил и сразу побежал за ней, потому что дротик не усыпляет мгновенно. Нужно несколько секунд. Спустя метров 20 капибара уснула прямо в реке. Связал ее, но перепутал кнопки. И вместо того, чтобы поднять на плечо, разделал ее прямо на месте. Упс, ошибочка вышла. Пока возвращался на базу, получил сообщение, что для того, чтобы сломать постройку, необходимо бить ее оружием. Странно, я ведь не на базе. К тому же не пытаюсь что-то разрушить. И тут до меня дошло. Кто-то разрушает мою базу. Я со всех ног побежал к дому и увидел, как один из голожопых уничтожает мои грядки. Меткий хедшот успокоил агрессора. Второй тыкал копьем мою глиняную печь. Его тоже успокоил. Я уже было выдохнул, но тут откуда-то выбежал третий. Я попробовал выцелить ему голову, но тут у меня как назло сломался лук. К тому же получил от него камнем. Подобрал копье с убитого аборигена и бросил в него. Но он от этого не умер. Что странно, учитывая размер копья. Тогда я выхватил мачете и пошел на него. Он стал отбегать и всячески уворачиваться, пока в какой-то момент не умер сам. Скорее всего, от кровотечения, в результате попадания копья. Да, аборигены здесь так же, как и я, могут пораниться и истечь кровью. Чуть позже я покажу это более наглядно. Стал оценивать причиненный ущерб. Оказалось, что они успели уничтожить только костер. Что ж, легко отделался. Восстановил потери, разложил коптиться мясо и создал последний элемент костяной брони. Теперь моя защита улучшилась. Пробежался по берегу и решил усыпить одного из двух пекарей, что слиплись вместе. Как только выстрелил, свинина побежала прочь, но побег длился недолго. Я уже хотел было связать добычу, но мне навстречу вылез кайман. Лук я скрафтить забыл. К тому же у меня при себе не оказалось веревки. Пришлось отдать добычу крокодилу. Из ближайшей палки скрафтил лук. Открылся чертеж ловушки самострела. Усыпил нового кабанчика. На этот раз кнопки нажал верные. Закинул эту свинину на плечо и понес в загон. Это был самец. Осталось поймать самку. Осмотрел чертеж новой ловушки. С описанием мне даже как-то смешно стало. Интересно, сколько таких нужно поставить, чтобы они реально защищали от вторжения. Второго пекаря нашел на том же месте, что и первого. Все прошло по тому же сценарию. Выстрел, сон, крокодил. Только в этот раз каймана я завалил. Усыпил удачно. Это оказалась самка. Следом за ней, рядом с домом, усыпил капибару. День 14. В каменные ловушки все чаще и чаще вместо насекомых стали попадаться жабы. Рядом с загоном поставил третью компостную кучу, чтобы не таскать какахи в рюкзаке, а сразу складировать их сюда. Чуть позже поймал самца капибары. Теперь у меня полный набор. Есть как капибары, так и пекари. Если им будет всего хватать, то потомство не заставит себя ждать. А значит, и с мясом у меня проблем не будет. Оказалось, что в качестве еды для питомцев можно использовать даже ядовитые грибы. Никакого вреда они им не наносят. Правда, и кормушку заполняют еле-еле. Пока продолжал строительство, заметил на берегу двух сидящих аборигенов. Они просто сидели на корточках и пели песни. Я решил действовать на упреждение. Раз они не нападают на меня, то я нападу на них. Они даже встать не успели. Один из них даже принес мне новый обсидиановый костяной нож. Вот это круть! Заодно заменил свой корявый самодельный лук на туземный. Он будет получше, к тому же прочности у него 80%, а значит он еще долго не сломается. Отличный получился рейд. Разметил еще часть каркаса. По центру этот каркас решил не ставить, тут даже крыши не будет. Оставлю небольшой участок под открытым небом, потому что со всеми каркасами получается слишком громоздко. Стены у входа специально решил сделать половинчатые. Если на базу будут нападать, хочу иметь возможность осмотреться по сторонам. Да и отстреливаться в таком случае куда легче, чем через оконный проем. Пока бегал за капибарой, которую подстрелил, увидел на дереве что-то белое. От греха выстрелил в это нечто. Оказалось, это древесная смола. За водопадом заметил пещеру. Решил в нее заглянуть. Внутри на земле нашел обсидиановый камень, а на стене были залежи железа. Они понадобятся позже. В реке бегал краб. Попробовал зарубить его топором, но несмотря на то, что я попал несколькими ударами, игра все равно не хотела его убивать. Видимо, для этого нужно копье. Пройдя чуть дальше по реке, нашел подстреленную мной капибару. Питомцы ели как не в себя. Я сгрузил им в кормушку все фрукты, что у меня были. Мало того, я сгреб все, что смог найти по округе. Фрукты, орехи, грибы, все. Но этого оказалось недостаточно. Кормушка заполнилась всего лишь наполовину. Скрафтил себе новый костяной топор. Я случайно нашел рецепт его крафта, пока экспериментировал с костями. Выглядит он, кстати, весьма симпатично. Однозначно лучше каменных. День 15. Все утро строил, а в обед проверил питомцев. Показатель доверия у пекарей был больше 50%. И теперь они
меня не боялись. Я даже погладил одного из них. Чего не скажешь о броненосцах, которые по-прежнему сворачивались, как только видели меня. Дождь лил каждый день, лишь изредка прекращаясь на часок-другой. Это было хорошо. Во-первых, во всех емкостях у меня всегда была чистая питьевая вода, а во-вторых, я всегда чистый. Как бы я ни извалялся, побегал немного под дождичком и все. Снова чистый. Соорудил еще 4 грядки. Если бы я был один, того количества, что у меня было, хватило бы. Но сейчас нужно кормить животину. Так что я отдаю все им, и мне ничего не остается. Под огромным деревом нашел цельный бразильский орех. Добыл из него семена и решил посадить на 3 грядках. От него осталась скорлупа, в которой можно будет хранить краску. Ночью пошел убираться в загоне. У каждого питомца появилось 2 значка. Первый означал, что загон переполнен, и они не могут размножаться. А второй означал, что слишком грязно. От этого у них потихоньку уменьшалось здоровье. Если своевременно не убирать помет, вся живность просто вымрет, даже если будет еда и вода. С переполнением пока решил ничего не делать. Перед сном захотелось немного прогуляться. Но недалеко, так, вдоль берега. Вышел к небольшой речке, на берегу которой тусовались крабы. Попробовал завалить их при помощи лука, но это тоже оказалось бесполезно. Пока собирал стрелы, внезапно услышал песню аборигенов. Оглянулся и увидел 5 разукрашенных воинов. На секунду у меня проскользнула мысль, а может не надо? Но мне очень хотелось испытать свои силы против 5 одновременно. Я застал их врасплох. От этого первый, кого настиг хедшот, жестко зафристайлил. За это от второго получил камнем, но сразу его и минусанул. Следующими 2 стрелами попал по конечностям, но вскоре исправился и сделал уже -3. Копейщик из-за того, что атаковал слишком медленно, стал 4-й жертвой. Последний оказался лучником. Он всадил в меня стрелу, после чего отправился вслед за своими товарищами. Все-таки броня что-то доблокирует. Я получил 2 удара, но здоровья практически не потерял. Оружия у них при себе было немало. Вот только воспользоваться им у них не получилось. Уж больно тупенький тут интеллект у противников. Нужно было собрать обратно все стрелы. Вот только, как оказалось, сделать это весьма проблематично. Из-за того, что игра тупо не хотела на них переключаться. Приходилось искать положение камеры, чтобы выделялась стрела, а не абориген целиком. Иногда даже этот способ не срабатывал, и чтобы сэкономить время и забрать стрелу, я просто разбирал аборигенов на запчасти. По итогу разобрал их все. Кости, что не влезли в рюкзак, сформировали небольшую горку, в которую я скинул все мясо. Вот такая жесть получилась. Довольный своей победой, отправился в лагерь отдыхать. День 16. Утром решил, что с броненосцами пора прощаться. Я все равно не смогу их прокормить, а так хоть полный сет брони сделаю. Завалил первого, пошел делать из него броню, но вдруг услышал крик аборигена. Сразу все бросил и увидел, что меня окружают. Первым потушил того, что был справа, затем по центру, а на десерт остался абориген, которого до этого момента я ни разу не встречал. Это был здоровяк. Его голову защищала белая маска, а в руках были 2 огромных каменных топора. После выстрела он быстро ко мне подбежал и отвесил такую плюху, что персонажа отбросило и он упал навзничь. Пока вставал, он успел рубануть меня еще раз. Это были такие мощные удары, что даже со всей броней у меня улетучилось больше 50% здоровья. Я отбежал в воду и стал отстреливаться, несмотря на то, что мне нужна была перевязка. Пока он отвлекся на разрушение фильтра для воды, я решил осмотреть полученные раны. На обеих руках были глубокие ссадины. И сейчас будет момент, когда я уже думал, что выживание закончено. Я не знаю, каким чудом он до меня не достал. От страха я отбежал еще дальше и выпустил в него, как оказалось, последнюю стрелу. Ссадины достаточно быстро уменьшали количество оставшегося здоровья. Поэтому я по-быстрому перевязал левую руку обычной повязкой. После этого забрался на камень и из того, что было при себе, скрафтил еще 2 стрелы. Выстрелил их в него, но он продолжил стоять, как ни в чем не бывало. И когда я решил перемотать вторую руку, он внезапно умер. Помните, я говорил, что аборигены тоже могут погибнуть от полученных травм? Получается, из-за того, что его голова защищена, единственный способ его убить — это нанести как можно больше ран стрелами и дождаться, пока он сам не истечет кровью. Перемотал вторую руку и осмотрел доспехи. Разумеется, те, что были на руках, пришли в негодность. Нужно менять. Осмотрел этого покемона. В нем было 9 моих стрел. Освежевал его, после чего заменил свой костяной топор на один из его, туземных. Оказалось, он двуручный. После такой битвы решил перекусить и снова подхватил паразитов. Так еще и вдобавок к этому, одна из ран воспалилась, потому что я занес туда заразу. Теперь, чтобы удалить зараженные ткани, нужно положить личинок прямо на рану. Через некоторое время они ее почистят, и можно накладывать свежую повязку. Пока личинки делали свое дело, я помылся, избавился от паразитов, но тут загноилась вторая рана. Зашибись. А личинок-то у меня больше не осталось.
оказалось, всех скормил броненосцам. Добыть их можно из испортившегося мяса. Животного, человечьего, неважно, главное, чтобы было испорченное. Я в панике стал вспоминать, где может быть нужное мне мясо. Побежал к реке, на берегу которой была куча останков. Если они не пропали, там может быть то, что я ищу. Но все мясо здесь оказалось еще свежим. Лихорадка забирала у меня последние силы, так что я на последнем издыхании доковылял до базы, глотнул водицы и завалился спать рядом с мертвым аборигеном. День 17. Когда проснулся, лихорадка достигла 6 уровня. Осмотрел рану на левой руке. Личинки поработали отлично. Рана была чистая. Наложил на нее повязку с хостой, чтобы уменьшить риск повторного заражения. Рана на правой руке по-прежнему была без изменений. Нужно было срочно с ней разобраться, иначе лихорадка просто меня убьет. Не уследил за костром, и он погас буквально у меня на глазах, когда я уже нес к нему дрова. На противоположном берегу заметил еще одного разукрашенного. Он, видимо, отбился от основной стаи. Конечно же, он швырнул в меня ульем. Мало мне без этого травм. Грохнул его, но стрелу доставать нет времени. Нужно лечиться. Сбегал еще раз к реке, и да, мясо испортилось. Добыл личинок, положил на рану и переработал всю тухлятину, что осталось. Получилось добыть 8 личинок. Из-за лихорадки снова пришлось лечь спать. Проснулся в 10 утра. Рана готова к перевязке. Обработал как следует и снова лег спать. Проснулся уже в 5 вечера. Раны зажили. А вот лихорадка еще осталась. Но ничего, скоро пройдет. День 18. Все, персонаж окончательно выздоровел. Заменил уничтоженную броню. Частично на костяную, а частично из броненосца. Пока кормил живность, заметил кое-что странное. Поилка была полностью пуста, хотя обычно ее наполняла дождем. И тут два варианта. Либо животные резко стали много пить, либо дождя не было как минимум сутки. Скорее всего, второй вариант. Вылил им всю воду, что у меня была. И на всякий случай рядом с поилкой положил пару кокосовых чаш. Пока продолжал строительство, дождь все-таки пошел. Все найденные фрукты я скармливал питомцам. Я даже не оставлял ничего себе, но этого все равно не хватало. Часть животных голодала, а часть была практически сытая. Тут, оказывается, еще играет роль, кто первый успел добежать к кормушке. Продолжил избавляться от броненосцев. Кстати, если начинаешь кого-то гасить в загоне, все остальные животные бросаются в рассыпную. Начинается хаос, паника, и все доверие, что копилось до этого момента, исчезает. Свежий панцирь пошел на очередной элемент брони. Ну и наконец разделался с последним. Больше не придется собирать жучков, паучков и таскать их сюда. Думал было еще от пекарей избавиться, но пока решил не торопиться. Возможно, получится исправить ситуацию с едой. Каркас базы за это время не слабо так разросся. Места мне нужно много, поскольку я хочу перенести сюда абсолютно все. Печи, хранилища, грядки и даже если получится загон вместе с животными. Ночью разместил еще часть стен, а заодно разместил зоны, где будет, так скажем, прихожая, а где вход непосредственно в дом. День 19. Запасы мяса поиссякли. Пришлось утром сходить грохнуть каймана, чтобы заполнить коптильню. Из орехов, которые я посадил, выросли деревья, которые были похожи на те, что я срубаю каждый день ради палок. Не было похоже, что они будут давать какой-то урожай. К тому же у этих деревьев даже не было индикатора созревания. Так усердно занимался добычей стройматериалов, что к обеду уже замотался. Пришлось лечь вздремнуть. Позже строительство продолжилось. День 20. Срубил бесполезные деревья с грядок. Лучше вместо них бананы посажу. Жилище постепенно преображалось. Оказалось, что поставил одну из стен не той стороной. Хорошо, что не успел доделать ее до конца. Вот теперь другое дело. Слева от входа поставил хранилище для стрел и частично его заполнил. Пригодится, если врагов придет много. Когда пришел кормить зверушек, заметил, что в загоне остался один пекарь. Второй куда-то делся. Мне кажется, он скорее всего погиб, потому что еды для четверых точно не хватало. Ну, раз уж одна свинина пропала, вторую решил пустить на мясо. Ну а что делать? Попробую хотя бы капибар спасти. Кстати, странно, что если животное погибает в загоне, оно вдруг пропадает. Почему после него не остается тушки? Тоже мясо как-никак. На базе по обе стороны от входа в дом поставил ящики хранилища. Выложил туда все, что уже давно валялось у меня в рюкзаке и только занимало место. Уголь, золу, иглы, а также высушенные цветки. День 21. Прямо напротив входа поставил глиняный камин. На рассвете снова напали аборигены. Один из них сломал растяжку для лягушек. По нему я плохо отстрелялся, потратил аж 4 стрелы. Из-за этого его товарищ успел сломать одну из моих грядок. Третий, я даже не знаю, что он пытался сломать, но очень упорно тыкал воздух копьем. Это оказалась самая удачная их атака. Я потерял сразу 2 строения. За это я по частям сложил их в одно из своих хранилищ. Достроил камин. Выглядит, конечно, уродливо. Теперь вы понимаете, почему я не стал строить убежище из глины. Проверил загон. В нем осталась всего одна капибара. Вот это капец. Придется поймать еще одну. День 22. Что-то я засиделся на базе. Решил отправиться в джунгли на исследование. Набрал стрел из хранилища, еды. Единственное, забыл воду. Первым делом решил пройти по автомобильному
стабильным следам. В какой-то момент они должны меня куда-то привести. Аккуратно продвигался вперед и вдруг услышал сзади рык, после чего мне сразу прилетело. Я обернулся и увидел ягуара, который абсолютно бесшумно подкрался ко мне со спины. Я пропустил 2 удара, прежде чем попал ему в голову. Вот мы и встретились. Сразу осмотрел броню, но на удивление все оказалось целым. Разделал этого кошака, получил его трофей. Вот только вешать его мне пока некуда. Поэтому бросил эту головешку и пошел дальше. В какой-то момент решил свернуть с тропы и проверить проход между скалами. И как раз в тот момент, когда я проходил через каменную арку, заметил в кустах змею, но заметил слишком поздно и не успел среагировать. В результате она меня укусила. За это я ее, конечно, завалил, перемотал рану повязкой с хостой и отправился домой. На этом вылазка завершена. По дороге обратно подобрал трофей ягуара. Может, получится куда-нибудь его пристроить. Спустя некоторое время добрался до базы, но оказалось, что трофей я деть вообще никуда не могу. До вечера продолжал строиться. День 23. На рассвете решил повторить вылазку и попытаться найти какие-нибудь полезности. Прошел по той же тропе, что и вчера, только на этот раз шел по ней не сворачивая. Стала появляться новая живность, например, мини-броненосцы. Они были в разы меньше своих собратьев. В конце концов, я вышел к самодельной переправе, которая не выдержала нагрузку и рухнула под тяжестью внедорожника. Вот он, кстати, валяется на боку. Осмотрел место происшествия и нашел крюк-кошку, пару энергетических батончиков, пачку закусок и фляжку. Она вмещает сразу 100 единиц питьевой воды, в то время как мой кокосовый бидон всего 40. К тому же теперь благодаря крюку-кошки я смогу забираться на уступы в определенных местах. Встретил нового паука, птицеед Голиаф. Он был в разы больше других пауков, что я встречал раньше. Пошел дальше, попробовал завалить маленького броненосца, но кроме мяса больше ничего не получил. Прошел еще немного и увидел обрыв. Посмотрел вниз. Оказалось, что я нахожусь возле золотого рудника. С прошлого прохождения я помнил эту карту и приблизительно понимал, где нахожусь. Чуть дальше, рядом с тропой, обнаружил селок для ловли живности. Прошел через небольшую пещеру и вышел к подъемнику. Только на нем можно попасть вниз. Вот только в режиме выживания локация рудника недоступна. Разработчики просто убрали саму кабинку подъемника, и вниз никак не спуститься. Продолжил исследование. Старался держаться возле скалы. Так я точно не заблужусь. К тому же, по крайней мере, одна сторона прикрыта. С нее не нападут. Через некоторое время вышел к подвесному мосту. Прошел по нему и вышел в новую локацию. Пока бродил, насобирал полный рюкзак провизии. Так что с едой у меня проблем не было. Через некоторое время вышел к реке и пошел по ней. Вокруг были бамбуковые заросли. Река привела меня к озеру, посреди которого был остров. Я тут же узнал это место. Во время прохождения я какое-то время выживал на этом острове. Там еще должен быть мертвый удав. Так и оказалось. По центру острова был недостроенный лагерь. Между деревьев был натянут брезент, чтобы дождь не тушил костер, находящийся под ним. Также тут стояли 2 убежища с кроватями. Под навесами лежали сумки, в которых нашел болеутоляющие, консервы и закуски. Заменил бамбуковую духовую трубку на удочку, что стояла рядом с навесом. Рядом висел тот самый удав, о котором я говорил ранее. У воды нашел ловушку для креветок, чертеж которой сразу появился в моей книжечке. Здесь же стояло недостроенное бамбуковое убежище. Еды было так много, что пришлось выбрасывать сырое мясо, чтобы собрать консервы. Также выбросил кокосовый бидон, он мне теперь не нужен. Убежище, кстати, можно было достроить, но в этом нет необходимости, поскольку под навесами есть кровать, на которых можно переждать ночь. На часах было 4:30 вечера, поэтому решил остаться в этом лагере, а утром отправиться домой. Я и так зашел слишком далеко. С наступлением ночи завалился спать под один из навесов. День 24. Утром позавтракал и отправился в сторону дома. Пока искал выход из этой локации, наткнулся на муравейник, возле которого ходил муравьед. Не стал его трогать. Все равно, если я его завалю, освежевать не смогу. Муравьи мне этого не дадут. Неподалеку в кустах сидели аборигены. Если бы они не пели песни, я бы их не заметил. А так пришлось загасить обоих. Спустя некоторое время все-таки нашел выход. Дорога была весьма опасная. Приходилось идти по бревнам, уложенным через пропасти. По итогу я вышел к каменному сооружению, похожему на Стоунхендж, только миниатюрный. По центру был жертвенный камень, на котором лежали травы и обсидиановый нож. Рядом в скале было небольшое углубление, в котором кто-то любезно разместил кровать. Прошел вперед и вышел к месту спуска. Тут-то мне и пригодится найденная крюк-кошка. Без нее я бы не смог спуститься целым. Вышел на уже знакомые просторы. Когда переходил реку, заметил в ней ската. Он тоже может ужалить, как и змея. Попробовал загасить его при помощи лука, но эта затея не увенчалась успехом. Шел дальше, пока не вышел к очередному небольшому озеру с красивым водопадом. Вода здесь была голубая. И только когда немного осмотрелся, я узнал это место. Отсюда начинается прохождение сюжета. Именно в этом озере оказывается наш герой после не совсем удачного побега от аборигенов. Отсюда дорогу до лагеря я уже знал. По пути зашел в небольшую деревню аборигенов.
Кроме обычной сушилки для мяса, больше здесь ничего не было. Эту ночь пережду в этом лагере, несмотря на то, что до моей базы не так уж и далеко. Решил лишний раз не рисковать, тем более, что тут есть довольно удобный гамак. День 25. Позавтракал и пошел дальше. Двигался по тропинке и вскоре вышел на какую-то плантацию. Было видно, что это искусственные насаждения, а значит рядом должен быть домик или что-то типа лагеря. Немного побродил по округе и вышел к большому лагерю. Вся вода вокруг была зеленая и валялись железные бочки. Это оказалась фабрика по производству порошка. Нашел сборщик воды, а у костра котелок и карту. Наконец-то! Теперь я могу лучше ориентироваться на местности. Я сейчас нахожусь здесь, где нарисована бочка. Мой лагерь вот тут, где якорь. На карте отмечаются только те места, в которых я уже побывал. Как только я нахожу что-то новое, местоположение сразу наносится на карту. По всему лагерю стояли клетки. Видимо, в них держали пленных аборигенов, которые и работали на этом заводе. Больше ничего интересного в этом лагере не нашлось. Кстати, количество лута, находящегося в таких вот точках интереса, напрямую зависит от сложности. Чем она ниже, тем больше всяких полезностей. Стрел, еды и так далее. Побежал на базу. Вскоре вышел на берег. Если идти направо, он приведет прямо к моей базе. Но тут есть одна пасхалочка, о которой я узнал совершенно случайно. Если пойти налево, берег заканчивается огромным камнем. Обходим его, и прямо за ним лежит мячик с нарисованной рожицей. Точно такой же, как был в фильме «Изгой» с Томом Хэнксом. Понес его домой. Моя капибара, на удивление, была еще жива. Хотя я думал, что она уже все. Погибла, как и все остальные. С мечом, как и с трофеем, я ничего сделать не могу. Нужна специальная подставка. Поэтому пока положил его рядом с хранилищем. Заодно дал ему имя. В фильме его звали Уилсон. Хорошее имя, так что я не стал его менять. Теперь у меня появился котелок, и я могу варить супчики, как нормальный человек. Сложил все найденные съедобные припасы в хранилище. Как приятно быть дома, в безопасности. Сбегал собрать веревок. Вернулся, а Уилсон куда-то пропал. Все, нету Уилсона. Как так-то? Куда он делся? По обе стороны от камина поставил стеллажи для хранения. У входа на стены повесил полки. На них будут лежать трофеи аборигенов. День 26. Утром в гости пришел старый знакомый. Даже с подарком. Пришлось его как следует отблагодарить. Положил трофей на полку. Смотрится круто. С обратной стороны камина поставил гончарный стол. Пригодится мне в дальнейшем, когда начну делать глиняную посуду и плавить железо. На стеллажи разложил листовые повязки, а то их скопилось уже достаточно много. На данном этапе большая часть времени уходила на добычу стройматериалов и строительство. День 27. Вооружился новой духовой трубкой и отправился за второй капибарой. Первая попытка оказалась неудачной. Усыпил самца, который у меня уже есть. А вот со второй попытки усыпил кого надо. Вот теперь вдвоем им будет не скучно. Однако заметил, что у самца показатель гидратации на нуле. Дождя не было уже несколько дней. Я как-то даже и не заметил этого. Оказалось, что в игре есть сезоны. Всего их 2 и меняются каждые 25 дней. Есть сезон дождей, когда ливни продолжительные и чуть ли не каждый день. А есть сезон засухи. Тогда, разумеется, дождей нет от слова совсем. И нужно позаботиться о наличии питьевой воды как для себя, так и для животных. Вылил им в поилку немного чистой питьевой воды. Соорудил лестницу на второй этаж. По задумке там должны разместиться все грядки и душ. Разместил крышу, ну или пол второго этажа. Пока кипятил очередную порцию воды для того, чтобы напоить питомцев, вспомнил, что они могут есть даже ядовитые грибы. Скорее всего, и обычная вода из реки им подойдет. Набрал полную флягу и вылил в поилку. Сработало. Заценил второй этаж. Пока база получается именно такой, какой я ее задумывал. День 28. Примерил загон к своей базе. Ширины не хватает. Нужно либо еще больше расширять платформу, либо оставлять его на берегу. Прогресс с животными наконец-то пошел. Еды и воды обоим хватает. Даже доверие пошло вверх. Скоро они начнут размножаться. Остаток дня расширял фундамент. День 29. Разметил каркас под мастерскую и спальню. Здесь будут уже стены с окнами, стойки для брони, а также спальня. Весь день без остановки продолжал строительство. Под вечер один из аборигенов принес мне новый лук. Нравится. День 30. Пока кровать ставить некуда, поэтому приходится бегать под навес и спать в гамаке. Позавтракал свежим супчиком из капибары. Проверил питомцев, и оказалось, что самка уже беременна. Интересно, через какое время появится детеныш. Весь день стелил крышу, и к ночи была готова большая ее часть. День 31. Утром у базы стали появляться первые стены. Пока бегал, собирал веревки, решил срезать дорогу домой и неудачно соскользнул с обрыва, в результате чего ободрал ногу. Хорошо, что целебных повязок полно. К вечеру стены были готовы. Помещение получилось достаточно просторным. У базы был всего один косяк. Дыра от камина выходила прямо на второй этаж. Никакой трубы сверху добавить было нельзя. Просто посреди пола дыра, из которой идет дым. Благо персонаж от этого не задыхается и не загорается, если пройти прямо над трубой. На ночь глядя приступил к размещению грядок на втором этаже. Решил сделать аллею, чтобы
чтобы растения были по обе стороны. День 32. После завтрака меня ждал сюрприз. Грядки, что я разместил на втором этаже, пустили корни. Шучу. В игре есть одна особенность строений. Все сооружения, которые предусматривают размещение на земле, погружаются вглубь на определенное расстояние. Так они как бы закрепляются в земле. Вот только разработчики не предусмотрели того, что мой воспаленный мозг захочет строить грядки на втором этаже плавучей базы. Кстати, это касается не только грядок. Сушилки, загон, душ и так далее. Все это не получится разместить на втором этаже. Пришлось разбирать все обратно. Кстати, в кипяток можно кидать не только мясо. Вот, например, сварил напиток из зеленого фрукта. Раз уж я не могу поставить наверху то, что хотел, решил попробовать разместить гнездо попугая. Оно делается из глины и вроде снизу ничего не торчит. Сюда будут залетать попугаи и оставлять перья и яйца. Ночью на первом этаже соорудил кровать из листьев, чтобы не бегать под навес. Это временное решение. Потом я эту кровать переставлю в спальню, когда она будет построена. Такая большая крытая комната мне теперь не нужна, поэтому пришлось немного подкорректировать расположение стен, а также убрать лишний потолок и каркас. День 33. Утром в загоне появился новый житель. Детеныш. В несколько раз уменьшенная копия взрослой капибары. Вон какой милаха. Весь день расширял платформу. Раз уж я не могу разместить все, что хочу на втором этаже, я же могу сделать это на первом. И не важно, что будут торчать палки. Под водой все равно никто не увидит. Разметил грядки, поставил глиняный фильтр для воды и бамбуковую сушилку для мяса. День 34. Мою ежедневную строительную рутину изредка разбавляли нападающие аборигены. Правда, развлечение это длилось недолго. Аборигенов либо было слишком мало, либо они быстро заканчивались. День 35. Совсем забыл, что в сезон засухи нужно не забывать и про растения. Воду они расходуют медленно, но хотя бы раз за сезон придется их полить. Все эти дни я забывал убираться в загоне, и когда в очередной раз зашел проверить живность, увидел, что здоровья у них осталось меньше 20%. К тому же, одна из капибар снова была беременна. Заполнил глиняный фильтр водой из реки. Фильтрует он весьма быстро. К тому же вместимость у него внушительная. День 36. Если честно, к этому дню мне порядком надоело рубить и таскать эти бревна с палками, строить эти плавучие фундаменты. Хоть я и люблю строительство в играх, но это уже перебор. Механика строительства в Green Hell нереально душная. Рядом с сушилкой поставил душ. Теперь можно будет мыться не в реке, а под летним душем. Правда, воспользоваться им я смогу только в сезон дождей, потому что емкость, кроме как дождевой водой, больше никак не наполнить. Прогулялся немного по округе, и возле уже знакомого водопада на дереве заметил улей. Подходить не рискнул и решил сбить его при помощи лука. Собрал медовые соты, после чего открылся чертеж улья. Можно будет построить собственную пасеку. Вечером посадил пару растений на грядках плавучей базы. День 37. Переставил корыто для глиняного раствора напротив входа. Детеныш капибары уже вырос, можно пускать его на мясо. Наконец-то достроил платформу. Этого мне должно хватить. Закончил строительство душа. Рядом поставил глиняный кузнечный горн для переплавки железной руды, а также глиняную печь для производства угля. Пока таскал для них глину, снова приперся здоровяк. В этот раз он погрузился в воду практически полностью. Он пытался что-то сделать, но, увы, водный барьер был непреодолим, и ему не оставалось ничего, кроме как впитывать мои стрелы. Чтобы собрать их обратно, пришлось впервые нырнуть в эту реку. День 38. В загоне появился еще один малыш. Уничтожил все сооружения, что стояли на берегу. Все, что надо, есть у меня на базе. Пока загружал печь дровами, пошел дождь. Наконец-то! Теперь все емкости снова будут наполняться автоматически. Опробовал душ, вещь неплохая. Вот только мыться в нем не намного быстрее, чем в реке. В одном из углов поставил стойки для брони. Пока что 3, но всего в игре 4 вида брони. Из листьев, костяная, из броненосца и металлическая. Заполнил хранилище для стрел под завязку. День 39. Утром решил немного развеяться, а заодно поискать интересные места. Нашел пещеру, вошел внутрь. Но кроме железа здесь ничего не было. Пошел дальше и внезапно услышал знакомые песни. Поднялся на горочку и увидел лагерь аборигенов. Решил напасть первым, но со стрельбой у меня сразу не задалось. Промазал мимо головы, а следующие 2 стрелы и вовсе куда-то пропали. Из-за этого аборигены оживились и начали мне наваливать. Пришлось отступать назад, параллельно отстреливаясь. 2 аборигенов куда-то побежали. Не стал за ними гоняться и решил пока разделаться с лучником. Но этот гад стал бегать по кругу, от чего попасть в голову было проблематично. Внезапно в спину прилетел улей. Я запаниковал и попробовал протиснуться между навесом и стойкой. Не получилось. Тогда я побежал прочь, и когда обернулся, увидел, что эти 2 меня преследуют. Один успел меня ударить, после чего погиб от стрелы, а тот, что бежал за ним, погиб от кровотечения. Остался лучник, но игра регистрирует стрелы максимально криво. Вы только посмотрите на это. Я выпустил в него еще 2 стрелы, после чего они закончились. Ну вот как это называется? Стрела просто зависла в воздухе. Пришлось бежать и собирать стрелы с трупов. И вот когда я снова вооружился, лучник забежал под навес и умер
умер сам. Да уж, это была опасная битва. Я вполне мог откиснуть, если бы они нападали все вместе. В этом лагере открыл новый чертеж, стойку для оружия. Оставалось только собрать все стрелы обратно. Спустился к реке, пошел вдоль нее, но внезапно из-за дерева на меня напал ягуар. В этот раз я среагировал куда лучше и первым же выстрелом умертвил этого кошака. Снова забрал его трофей и понес домой. Хватит на сегодня исследований, я и так нормально наполучал. К тому же выносливости осталось меньше половины. Если на меня нападут, есть вероятность, что я не смогу отбиться. Оказалось, трофей даже на полку положить нельзя. Плохо. Один из стеллажей полностью заполнил черепами. Даже на стойку для брони один пристроил. День 40. В загоне уже 4 капибары. Еды начинает не хватать. Поэтому пришла пора избавиться от одной из них. Выбрал самца. Нужно вывести его из загона, чтобы загасить по-тихому и не пугать остальных. Хорошо, что есть возможность позвать питомца. Он будет следовать за мной около 30 секунд. Отвел его ближе к навесу, после чего умертвил. Мясо разложил на сушилку. Справа от входа поставил стойку для оружия. Она, кстати, оказалась вместительная. Выложил на нее все, кроме лука и топора. Нужно собрать по одному экземпляру всего оружия, что есть у аборигенов. Сбегал на место, где я потушил 5. Их оружие и кости по-прежнему валялись здесь. Забрал на базу еще один лук, обсидиановый костяной нож и копье. Достроил улей, но для того, чтобы он начал работать, нужна пчелиная матка, которой у меня, конечно же, нет. День 41. Еще одна капибара достигла мясного возраста. Вывел ее из загона и по частям отправил на сушилочку. Снова отправился на исследование. Нужно найти все точки интереса, хотя бы на этой карте, потому что там могут быть новые строения, чертежи которых мне очень пригодятся. Пришлось, конечно, побродить, но после обеда вышел к месту крушения самолета. Тут валялись ящики, но в них, увы, ничего не оказалось. В скале была пещера, а в ней новая кровать. Поставлю такую у себя дома. Решил остаться и переждать ночь здесь. Пока ждал вечера, заглянул в свою книжечку, чтобы посмотреть, какие навыки и насколько я уже прокачал. Более-менее прокачанными оказалось всего 3 навыка, и только топор на максимум. Здесь, кстати, можно посмотреть, какие бонусы можно получать при прокачке каждого навыка. День 42. Утром пошел в сторону подвесного моста и по дороге наткнулся на лагерь аборигенов. Я-то думал, это обычные доходяги, но когда из-за куста встал здоровяк, я понял, что сейчас буду получать. Когда он побежал на меня, я, что есть сил, стал удирать. Однако он бежать за мной не стал. Вместо этого выглянул из-за камня, получил стрелу, после чего спрятался. Кое-как разобрался с лучником. Стал высматривать эту каменную бошку. А он решил забить на меня и просто вернулся в лагерь, чтобы петь песни. Стал расстреливать его издалека. Но эта гадина подбежала ко мне очень быстро. Ладно, подбежала, так он еще и успел рубануть меня своим топором. Пока я отступал, он умер сам. Быстренько осмотрел конечности и обработал полученную рану. В лагере ничего нового не оказалось. После обеда вернулся домой. Убрал старую кровать и попробовал разместить новую. Но она оказалась довольно большой. Здесь ей определенно не место. Будет только мешать. Нужно подумать, куда ее переместить. Решил сделать отдельную комнатку на 2 этаже. Это будет спальня. Тут так кровать и поставлю. Переставил гнездо попугая. Теперь оно будет над входом. К ночи соорудил каркас и разместил стены. День 43. Пока собирал бамбуковые бревна, заметил, что на камне возле моего острова стоит абориген-копейщик. Вот это прикол. Интересно, как он туда забрался? Голову выцелить не смог, поэтому просто затыкал его в тело. Остаток дня строил спальню. День 44. Сделал 2 вида брони и повесил на стойки. Трофеи аборигенов уже некуда было девать, поэтому я просто стал скидывать их в кучу. К ночи стены спальни были почти готовы. День 45. В обед завершил стены, осталось сделать крышу. Не хотелось делать ее плоской, поэтому разметил односкатную. Вот только как оказалось, доставлять материалы настоящая проблема. Я просто физически не достаю. Пытался как-то допрыгнуть, но безуспешно. Строить какую-то лестницу или что-то подобное совсем не хотелось. Так что решил сделать обычную плоскую крышу. Вечером крыша и кровать были готовы. Кстати, кровать оказалась очень стрёмной. На картинке она выглядела посимпатичнее. Рядом с большими грядками расставил маленькие. День 46. Посадил табак и хосту на новые грядочки. В последнем обновлении разработчики добавили различную косметику. Постройки можно красить и всячески украшать. Добавили стойки для факелов, держатели для трофеев и так далее. Но вот загвоздка. Чтобы начать создавать эти украшения, нужен верстак, чертеж которого мне до сих пор недоступен. Я раз за разом проверял свою книжечку в надежде, что он появится, но увы. Я даже полез в интернет выяснять, как можно его получить. Но оказалось, что информация по Green Hell в принципе практически отсутствует. Есть какие-то редкие обрывки 2-летней давности. У меня оставалось 2 варианта. Верстак можно найти в каком-то лагере аборигенов, либо прокачать навык создания предметов, и тогда он откроется сам. Пока был погружен в размышления, скрафтил кисть и белую краску. Решил добавить цветовые акценты по всей базе, а то все зеленое получается. Покрасил кровать, стойки для брони, стрел, оружия
оружие, гончарный стол, сундуки, стеллажи, душ и сушилку. Короче, почти все. Получилось очень даже симпатично. Единственное, по вечерам и ночью не хватает освещения. Я бы расставил факелы, но держатели для них тоже можно сделать только через верстак. Грядки же я решил покрасить в зеленый, чтобы не выделялись. А то эти бревна выглядят прям страшно. День 47. В надежде найти верстак отправился в новую экспедицию. Но уйти далеко не удалось. Не заметил лежащую в траве за деревом змею, в результате чего получил укус. Ну капец, нужно возвращаться. Выносливость заканчивалась довольно быстро. Добежать до базы я точно не успеваю. Пришлось по дороге заглянуть в заброшенную деревню, чтобы подремать и восстановить немного сил. Поспал буквально пару часов и побежал дальше. К тому же оказалось, что я отправился в экспедицию с пустой фляжкой. Гениально. Успел добежать домой и завалился спать. День 48. Утром решил сделать вторую попытку. Но опять зазевался, и меня снова укусила змея. Чет не прет мне с вылазками. Вернулся домой и решил пополнить запасы мяса. Сбегал на другой берег, чтобы завалить каймана. Разделал эту тушу, забыл помыть руки, съел яйцо и подхватил паразитов. Мало того, не уследил за выносливостью и понял, что мне не хватит ее, чтобы добраться домой. По итогу вырубился на берегу в нескольких метрах от дома. Пришел в себя через пару часов. Разумеется, после сна на голой земле у персонажа под кожей завелись черви. Вот тут-то мне и пригодились рыбные кости, чтобы можно было извлечь червя. Оставалось только забинтовать рану. Червь, кстати, оказался на обеих руках. Еще и синих грибочков на дереве не оказалось, а значит паразиты пока живут. Вот это, блин, сходил в разведку. И это, к слову, о цене ошибки в этой игре. Стоит один раз оступиться, можно запороть все выживание. Хорошо, что к таким случаям я подготовлен основательно. День 49. Ночью удалось найти зеленый плод и избавиться от незваных обитателей кишечника. На дереве рядом с небольшой пещерой под водопадом заметил очередной улей. Мне нужна была пчелиная матка. Достать ее можно только если вооружиться горящим факелом. Тогда пчелы кусать не будут. Вот только есть проблемка. Идет дождь, он сразу же потушит факел. Так что нужно подождать, пока он закончится. Для поджога факела я даже поставил костер неподалеку. Вот только дождь лил без остановки до самой ночи. Пришлось вернуться на базу. Чуть позже пришел к дереву проверить, как там улей. И оказалось, что вместо него на дереве уже птичье гнездо. Вот это поворот. Получается, если встретить улей, то далеко от него отходить не стоит. Нужно действовать сразу, иначе он пропадет. День 50. Снова пошел исследовать новые территории. Сейчас мне нужно добраться до локации с удавом. Там должен быть переход дальше. К вечеру добрался до подвесного моста, а чуть позже был уже на месте. Чтобы добраться сюда, ушел почти весь день. Заночую здесь, а утром продолжу свой путь. День 51. Отправился дальше. Нашел в скале проход, а в нем подъем наверх. Это был переход в новую часть локации. Вот только был вопрос, куда я попал? Я никак не мог сориентироваться, поэтому бродил по джунглям, пытаясь найти хоть какие-то ориентиры. Ну и в какой-то момент меня все-таки укусила змея. Конечно же, это было ожидаемо. Я сам был удивлен, что зашел так далеко без происшествий. Вот только теперь нужно действовать быстро, иначе обморок, черви, ну и так далее. Буквально сразу же после укуса вышел на тропинку. Пошел по ней и через некоторое время сквозь джунгли заметил болтающийся красный флажок. А это означало, что я рядом с аэропортом. Замечательно, потому что здесь есть и кровать, и немного припасов, и скорее всего карта новой локации. Приступил к осмотру окрестностей, пока силы еще есть. Из-за лихорадки выпил всю воду, что у меня была. Пришлось сбивать кокосы с дерева и раскладывать полученные миски для сбора дождевой воды. Заглянул в сарай рядом с домом. На первом стеллаже нашел альпинистское снаряжение. Без него в следующую локацию не попасть. На втором стеллаже нашел карту. Вот так она выглядит. Вот эта локация с удавом, а вот этот флажок, аэропорт. На карте, кстати, все-таки отмечены определенные точки. Только что на них находится, непонятно, потому что обозначения буквенные. Стало быть, следующая точка моего назначения C1. В следующем помещении был склад, но, увы, абсолютно пустой. Пошел проверять дом. Тут на столе стояла рация, по которой наш герой в сюжете вызывал помощь. В спальне в сумке нашел банку консервов, а в шкафчике на стене более утоляющее. Когда силы были на исходе, завалился спать. День 52. Утром отправился дальше. Прошел вдоль обрыва, через некоторое время спустился ниже и увидел интересную железную конструкцию. Тут-то и пригодится найденное альпинистское снаряжение. Спустился вниз в какой-то колодец. В ящике возле воды нашел водолазное снаряжение. Оно сразу и пригодилось. Нырнул в воду и поплыл по затопленному тоннелю. Чтобы не заблудиться, кто-то протянул под водой веревку. По ней я и поплыл. Вскоре выплыл в небольшом озере. Проверил карту, чтобы понять, где я нахожусь. От аэропорта я отошел недалеко. Еще раз спустился вниз и, пройдя по узкому тоннелю, вышел на болото. В этой локации стоит быть максимально аккуратным, потому что суши тут практически нет. Все заполнено водой, в которой обитают крокодилы и пираньи. Осмотрел участок суши, на котором я находился, но ничего не нашел. Нужно потихоньку продвигаться дальше, перебираясь от одного островка к другому. Вот только дальше
игра подкинула мне сюрприз. Я решил рискнуть и быстренько пропрыгнуть на другой островок. Вот только уже в полете игра внезапно заспавнила в дереве крокодила, который сразу же меня грызанул. Я его завалил, но он успел нанести мне рваную рану. Такой у меня еще не было. Для обработки такого ранения не подошли ни повязка с табаком, ни с хостой. Зато подошла повязка с медом, которую я случайно скрафтил, пока экспериментировал с этим медом. Она сразу убрала все негативные эффекты. Кроме раны, этот крокодайл сломал броню на левой ноге. Хорошо, что я взял с собой запасной элемент брони из броненосца. Дальше продвигался уже не прыгая, чтобы иметь возможность среагировать. Через некоторое время попал на островок, в котором обнаружил пещеру. Внутри лежал чей-то скелет, а рядом с ним метатель крюка кошки. Он нужен будет для того, чтобы подниматься на высокие уступы. Опять же в определенных местах. На одном из других островов нашел такой же Стоунхендж, что я встречал ранее. Ничего полезного здесь не оказалось. Вскоре доплыл до острова, на котором стояли две заброшенные военные палатки. Принялся осматривать этот лагерь. В одной из палаток на столе нашел карту. Ну а дальше все просто. Нужно пройти по красным меткам, и тогда мы попадем в деревню аборигенов. Кстати, играбельная территория на этой локации очень маленькая. В этой палатке я нашел кучу всего полезного. И консервы, и болеутоляющие, и даже чай. Вторая палатка оказалась закрыта. Ну правильно, кроме сюжетных элементов, там ничего нет. Дело шло к вечеру, поэтому решил поставить костер, накипятить воды и переждать ночь здесь. День 53. Дошел до места, где как раз пригодился метатель. Поднялся наверх и сразу встретил троих аборигенов. Потушил их без особых проблем. Спустился ниже и внезапно ощутил мощное дежавю. Осмотрелся вокруг и узнал это место. Это небольшая локация, в которой проходит обучение базовым механикам. Прошел чуть дальше и вышел на полянку, где должна была стоять палатка. Но тут не было абсолютно ничего. Я думал, что будет как в прошлом лагере. Палатку просто закроют и она останется на своем месте. Но разрабы решили сделать по-другому. Они просто вырезали этот контент. Когда встал на место палатки, на карте появилась метка. Причем даже на метке была нарисована палатка. Пошел дальше через ущелье. Вышел к месту, где все начиналось. Месту, где наш герой со своей супругой впервые высадились на эти земли. Прошел через пещеру и вскоре сквозь деревья заметил деревню аборигенов. Вошел в нее, но, разумеется, она оказалась пуста. В смысле, жителей здесь не было. В сумке прямо возле входа нашел новую карту. Это была локация, в которой я был всего раз. И то, когда играл впервые. Времени было 2 часа дня. До следующего утра останусь здесь. Осмотрел лагерь. Кроме бревен, бананов и кокосов, тут ничего не было. Перед сном нажарил мясо. День 54. Утром пошел по тропинке, ведущей из деревни. Она привела меня на пирс. Место прикольное. Сама деревня находилась в низине, окруженной скалами. Поэтому я стал идти вдоль нее. Мало ли найду какую-нибудь пещеру. Вскоре нашел спуск. Он отметился на карте. Но куда он ведет, непонятно. Очутился в пещере, причем она оказалась очень разветвленная. Повсюду проходы, переходы, выходы. Капец, короче. Заблудиться очень легко. Вышел к живописному озеру. Нужно запомнить местоположение пещеры, из которой я вышел. Карты этой местности у меня не было. Заблудиться в этих джунглях проще простого. Прошел чуть дальше и вышел к каскаду водопадов. Во всех водоемах вода была необычного цвета, очень яркая. Рядом с этими водопадами наткнулся на лагерь аборигенов. Причем это оказался очень странный лагерь. На 3 жителя всего 1 навес. Было ощущение, что из этого места тоже вырезали часть контента. Залез на камень, чтобы осмотреться. Место было очень красивым. С левой стороны была каменная арка. Решил сбегать к ней. Внизу увидел мангровые заросли. Тут у меня появилось предположение. Когда я впервые играл в эту игру, еще год назад, я тестировал режим выживания. Тогда игра с самого начала заспавнила меня именно в этой локации. Жил я, конечно же, недолго, но успел кое-где побывать. И вот одно из мест, которое я осмотрел, это были как раз эти мангровые заросли. Где-то в них должен быть спрятан огромный пароход, который частично затоплен. В лагере аборигенов решил построить навес, чтобы переждать ночь и иметь промежуточную базу на этой локации. Все равно вернуться обратно я не успею. Пока таскал материалы, нашел новое дерево. Если бить по нему топором, персонаж получает урон. Пока не стемнело, решил осмотреть округу. Зашел в пещеру, но это оказалась целая сеть. Мало того, в ней обосновались аборигены. Я только зашел и уже наткнулся на 2 лагеря. В проходах даже ловушки расставлены. Если не заметить, то можно получить серьезное ранение, а то и вовсе погибнуть. В какой-то момент вышел в большую деревню, но она оказалась абсолютно пустой. Солнце потихоньку садилось, поэтому я аккуратно пошел обратно той же дорогой, что пришел. Добрался до лагеря только ночью. Видимо, из-за того, что я построил навес прямо во вражеском лагере, перед сном ко мне пришли 2 разукрашенных. По ночам выглядят они, конечно, жутковато. День 55. Утром захотел осмотреть водопады, рядом с которыми я нахожусь. Нашел озерцо, посреди которого был маленький остров. На нем был камень с разноцветными надписями. Это сюжетный камень, и в выживании на него можно только полюбоваться. Оказывается, по этой локации
локации ходят вражеские патрули. Не стал их агрить, подождал в кустах, пока они уйдут. Раз уж я нахожусь здесь, пошел осматривать мангровые заросли, чтобы найти корабль. Сквозь дерево ко мне сразу вылез Кайман. По дороге нашел еще один пустой лагерь. Стал потихоньку пробираться между деревьев. Идти пришлось по воде, так что я то и дело смотрел под ноги, чтобы ни на кого не наступить. Вскоре вышел к тому самому кораблю, о котором я говорил. Чтобы на него забраться, пришлось немного поплавать. Приступил к осмотру. Кое-где стояли деревянные ящики. Однако в них были либо кости, либо обсидиановые камни. Проплыл через затопленный отсек. Только так можно было попасть на капитанский мостик. Забрался на самый верх, осмотрел единственный сундук, что здесь был, и нашел в нем последнюю карту. Наконец-то! Это была карта текущей локации. Теперь я могу понять, где нахожусь. Я собрал все карты воедино. Если что, вот так они выглядят вместе. Моя база вот здесь, а я в данный момент здесь. Через заросли побрел дальше. Я хотел пройти вдоль берега, чтобы осмотреть еще одну точку интереса. С нее начинается прохождение DLC Духи Амазонии. Но когда я дошел до места, тут ничего не оказалось. Метка появилась, но саму лодку вырезали. Ну капец. Я-то думал, что сейчас полутаюсь, но игра внесла свои коррективы. Тогда я полез в интернет, нашел карту со всеми открытыми метками. И оказалось, что кроме пещер, тут больше ничего и нет. Единственная точка интереса, которую осталось проверить, это метка деревни. Побежал к ней, и когда оказался на месте, увидел, что деревни тоже нет. Все, что оставили разработчики, так это сушилку для мяса. Вот это прикол. Короче, я окончательно разочаровался. Если на первых 3 локациях было хоть что-то интересное, то здесь получается весь контент вырезан. Все, что остается на этой части карты, это пустые лагеря, патрули аборигенов и разветвленная сеть пещер, толку от которой абсолютно никакого. Время было 3 часа дня, так что я решил вернуться к навесу, а утром выдвигаться домой. У лагеря меня уже ждали. Да, строиться в этом месте было ошибкой. Пока на костре жарилось мясо, я продумывал, каким путем возвращаться обратно. Эх, знал бы я тогда, что с этой локации есть переходы прямо к моей базе. Ну почти. А так буду возвращаться той же дорогой, что пришел. День 56. Отправился в путь. Через некоторое время добрался до веревки, по которой попал в эту локацию. Вернулся к большой деревне и пошел налево вдоль скалы. Обнаружил место для подъема. Снова пригодился метатель крюка кошки. Наверху оказалась пещера, причем довольно длинная. В конце нашел новый подъем. Появилась метка на карте. Глянул, и оказалось, что эта пещера привела меня в локацию с удавом. Отлично! Неплохо так срезал путь. Рядом с подъемом заметил проход. Заплыл в него и вскоре выбрался на сушу. Здесь лежало оборудование, контейнеры, а также камень, на котором росли странные грибы. Это гриб, с которого все началось. Эпидемия, лекарства и так далее. Кто не в курсе сюжета, можете посмотреть прошлый ролик по этой игре. Там я подробно все рассказал и показал. Взял с собой несколько штук. Попробую посадить его на своих грядочках. Поднялся на уступ. Тут был разрушенный лагерь. Нашел здесь всего одну банку консервов. Спуска вниз к острову с удавом здесь не было. Возвращаться обратно тоже не хотелось. Поэтому решил аккуратно соскользнуть по скале. Все получилось даже без травм. И вот я уже в лагере. Хоть времени и было 3 часа дня, не стал здесь задерживаться и побежал дальше. Уж очень хотелось вернуться домой. К вечеру был рядом с базой. Проверил дерево рядом с водопадом и увидел, что на нем снова висит улей. Дождя нет. К тому же у меня здесь как раз готовый костер стоит. Поджег факел, подошел с ним к улью и собрал пчелиную матку. Как только я это сделал, сразу пошел дождь и погасил факел. Повезло, успел. Сразу сбегал проверить живность, но загон был пуст. Но оно и не удивительно, сколько дней меня не было. Капибар никто не кормил, вот они все и поумирали с голоду. Печально. День 57. Утром поместил пчелиную матку в свой улей. Через некоторое время здесь появятся пчелы, которые начнут производить мед. Вот только я не учел один нюанс. Пчелы могут меня покусать. Я разместил улей слишком близко к остальным строениям. Нужно переместить его подальше. Для этого в задней части решил сделать отдельную платформу специально для ульев. Пока лазил по джунглям, нашел череп тапира. Поместил его на стойку для брони. Рядом с доменной печью разместил корзину. В ней буду хранить уголь. Гриб, который я собрал в пещере, к этому времени успел испортиться. Посадить его теперь не получится. Но я все равно положил его на полку как трофей. День 58. Утром мед был готов. Забирать его нужно также с факелом в руках. Весь день занимался бытовыми делами. Строил улей, отбивался от аборигенов, вечером перенес пчелиную матку на новое место и снес все, что мешало. Пару маленьких грядок и старый улей. Приступил к переплавке металла. Во время своих путешествий в заброшенных лагерях я находил пустые консервные банки. Их можно переработать. День 59. На берегу поставил селок для животных, а также смертельную ловушку. Интересно было посмотреть, как они работают. Совсем скоро в селок попался броненосец. Он пошел на мясо. Чуть позже я понял, что все ловушки работают
работают по одному принципу. В них просто спавнится рандомная живность. Вот и здесь. Решил покрасить ловушки в красный цвет, отвернулся буквально на секунду, а когда повернулся, на веревке уже болтается броненосец. Благодаря ему завершил сет брони и развесил его на стойку. День 60. Почитал про переплавку. Скрафтил кирку и отправился в ближайшую пещеру за железом, поскольку пустые банки уже закончились. Несмотря на то, что в пещере много месторождений, железо может быть только в одном. Одна пещера, одна жила. Заметил одну особенность. Если поджечь факел и переключиться на другое оружие, то факел продолжит гореть. Так что в дальнейшем его можно использовать для поджигания костров и печей. Добыл из глинобитного кирпича две пустые формы. Если объединить их с определенным оружием и переплавленным железом, то можно создать форму. В дальнейшем ее нужно обжечь в печи, чтобы создать металлическое оружие. Принес пустые формы к гончарному столу и слепил большую глиняную чашу. Ее тоже нужно обжечь в печи. Смертельная ловушка на берегу сработала, в нее попалась капибара. Удивительно, учитывая то, что капибары здесь вообще не бегают. День 61. Я думал, что для обжига глиняной посуды нужно использовать печь, в которой я делаю уголь. Но это оказалось не так. Можно просто поместить посуду на печь возле костра, после чего начнется обжиг. Сделал еще одну такую же чашу. Заменил ими черепашьи панцири. С глиняной посудой печь выглядит куда лучше. Из обожженной формы для брони достал две металлические пластины. Вскрыл вторую форму, из которой достал металлический нож. Рядом с ульем поставил еще два дополнительных. Рядом со входом в воде построил садок с удочкой для ловли рыбы. Перед сном попробовал порыбачить, но рыба отказывалась клевать. Так что я бросил это дело и отправился спать. День 62. Утром попробовал поместить кость в горячую воду. Получил костяной бульон, который убирает лихорадку и пищевое отравление. Причем, как оказалось, неважно из чьих костей варить бульон. Места для хранения уже не хватало. За все это время я собрал просто кучу всего. Пришлось ставить еще один стеллаж. День 63. В этот момент начинается рутина. Изо дня в день одно и то же. Добыча еды, переплавка металла, сбор и складирование ресурсов. Чтобы как-то развлечься, стал выбегать из лагеря в поисках приключений назад. Возле реки обнаружил муравьеда и попробовал его завалить. Промазал мимо головы, и он стал удирать. Но побег был недолгим. Через несколько метров он упал замертво. Я думал, что получу с него что-нибудь прикольное, но получил лишь мясо и кости. День 64. Поставил еще одну смертельную ловушку на берегу, где обитает кайман. Но этот тормоз застрял головой в текстурах и никак не хотел подходить ко мне. Даже несмотря на то, что я всадил ему в хвост две стрелы. Пришлось валить его по классике. Раскорячило его, конечно, знатно. Ладно, испытаю ловушку в другой раз. Создал металлический топор. Выглядит он, конечно, очень убого. Костяной мне нравится больше. День 65. Чтобы как-то развлечься, завалил всех аборигенов в ближайшем лагере. Нашел у них туземный разжигатель. Заменил свой огненный лук на него. Садок с удочкой работал отменно. Рыба то и дело попадалась на крючок. Решил сбегать на место, где я нашел Уилсона. Раз он пропал, возможно, игра снова заспавнила его здесь. Но, увы, за камнем ничего не оказалось. День 66. Случайно занырнул под базу. Нашел здесь форму для брони, черепашьи панцири, что я оставлял наверху для сбора воды. Но что самое важное, я нашел Уилсона. Получается, он просто провалился сквозь текстуры. Поставил его на стойку для брони, чтобы в этот раз он никуда не пропал. Пришел на берег. Тут как раз появился новый кайман. Стал заманивать его в ловушку. Но как бы я ни старался, ловушка отказывалась срабатывать. Кайман раз за разом задевал веревку, но ничего. Блин, обидно. День 67. После нескольких ложных срабатываний в ловушку кто-то допопадался. То пекари, то капибара, то тапир, тем самым избавляя меня от нужды охотиться. Мяса было просто куча. Сушилки были полностью заполнены, так что излишки приходилось жарить у костра. Отправился на поиски приключений. Еще раз осмотрел плантацию и решил пройтись вдоль скалы. Обнаружил место подъема. Оказался в пещере. По разрисованному камню понял, что нахожусь на 4-й локации. Когда вышел из пещеры, метка, появившаяся на карте, показала мое местоположение. Я вышел вот в этом месте. В паре метров от него столкнулся с аборигенами. Пока сражался с ними и доставал стрелы обратно, наступила ночь. Побежал через пещеру обратно, но в темноте не заметил скорпиона и наступил на него. Хорошо, что плантация находится недалеко от этого места. Там есть кровать, поэтому вернулся туда, чтобы переждать ночь и лихорадку. День 68. Вернулся на базу и весь день занимался крафтом железной брони. Только к вечеру удалось создать полный сет. Следующие 10 дней я занимался всякой фигней. В основном просто рутина. Ел, пил, таскал дрова для костра, бродил по джунглям и сражался с живностью. День за днем одно и то же. Я даже вычислил места, где обитают ягуары, и специально ходил с ними сражаться. Взял копье и пошел охотиться на мелководье. Крабы теперь погибали один за одним. Даже ската поймал. С него можно получить жало, которое нельзя было использовать для крафта. Трофеев я потерял уже кучу, но я никак не мог
понять, как открыть верстак. Если бы он был мне доступен, было бы не так скучно. Я бы украшал дом, искал трофеи, рисовал картины и создавал мебель. День 80. Утром я решил в последний раз осмотреть 4-ю локацию. Нужно проверить все лагеря аборигенов, чтобы убедиться, что верстака там нет. Короткой дорогой добрался до места. Снова сразился с аборигенами и сразу услышал рычание в кустах. Это была пума, которая потихоньку кралась ко мне. Ликвидировал угрозу. Ближайший большой лагерь оказался неподалеку, но верстаком тут и не пахло. Пока шел к следующему, меня укусила змея. Выносливости было 25%. Нужно было действовать максимально быстро, поскольку из-за лихорадки персонаж скоро вырубится. Разместил самый простой навес. Оставалось только натаскать на него материалы. Само собой, я не успел, и персонаж отключился. Пришел в себя ночью и продолжил строительство. Удалил червей, но не успел натаскать пальмовых листьев для навеса, в результате чего вырубился во второй раз. Очнулся, снова удалил червей, достроил навес, но одна из ран внезапно загноилась. Задействовал личинок, поел грязными руками и подхватил паразитов, после чего лег отдыхать. День 81. Утром забинтовал очищенную рану. Помылся, вот только от паразитов у меня ничего не было. Хорошо, что недалеко от навеса валялось гнилое бревно, на котором росли оранжевые грибочки. Их тоже можно есть сырыми, к тому же они уничтожают паразитов. Но только я избавился от этой проблемы, как появилась новая. Рана, которую я только что забинтовал, снова загноилась. Опять личинки. А пока они работают, разложил кокосовые миски. Лихорадка сильно меня обезвожила. Вечером оказалось, что мой мини-лагерь находится как раз у входа в пещеры аборигенов. Причем я понял это, когда буквально в паре метров от меня прошел вражеский патруль. День 82. Утром пошел в пещеры. На карте появлялись метки одна за одной. Все они показывали входы. Побродив еще немного, нашел очередной подъем. Он привел меня к первому Стоунхенджу, который находится на первой локации. Вернулся обратно и внезапно на меня напал муравьед. Оказывается, эта гадина может быть агрессивной. Мне нужно попасть вот сюда. Это единственный лагерь, который я еще не осмотрел. Через некоторое время я все-таки сюда добрался. Но самое веселое это то, что я здесь уже был. По сути, это главная деревня тех враждебных разукрашенных аборигенов. Подтверждалось это тем, что здесь можно поставить вечный огонь, чертеж которого изначально был открыт в моей книжечке, и который нельзя поставить больше нигде. Заночевал под навесом прямо здесь. День 83. Утром попробовал достроить вечный огонь, но для завершения необходима была большая глиняная чаша, которой у меня при себе не было. Так что я решил забить на это и отправиться домой. Верстак я так и не нашел. После обеда был уже дома. Последнюю локацию решил не осматривать. Это бесполезно, там тоже 100% вырезан весь контент. А бесцельно бродить по пещерам как-то не хочется. Верстак все не давал мне покоя. В интернете я не нашел ничего по этому поводу. Тогда я решил спросить в сообществе игры в Стиме. Какая-то добрая душа написала заветное решение. И вы не поверите, что нужно было сделать, чтобы открыть верстак. В сообщении говорилось, что нужно построить стену, но не из бамбука, а из обычных бревен. Быстренько соорудил каркас, поставил стену и вуаля, чертеж, который я искал все эти дни, открылся. Вот же гадство! Это же надо! Я построил практически все, что есть в игре. Вот только я строил не из того материала. Из-за этого чертеж не открывался. Жесть! Появилась новая проблема. Верстак оказался очень габаритным и не помещался туда, куда я думал его поставить. Попробовал поставить в спальне, но сюда он тоже не влез. Тогда решил вкорячить его вместо гнезда попугаев. Вот, отлично встал. День 84. Приступил к изучению его возможностей. Чего тут только нет. Стол, стул, скамейка, тумбочка, различные украшения из веревок, костей, перьев, а также куча картин на любой вкус и цвет. Ну и самое интересное, держатели для трофеев и факела. Первым делом развесил держатели для факелов по всей базе. За ними держатели для трофеев. Первым оказался кайман. А что, неплохо смотрится. В спальне трофеи решил не вешать, тут будут картины. Вместо этого повесил держатели снаружи. День 85. Утром добыл трофей ягуара. Повесил его прямо по центру базы. Он будет как бы встречать меня каждый раз, когда я буду входить внутрь. Покрасил все держатели в белый цвет. Так они выглядят куда приятнее. Следующие 14 дней охотился за трофеями и развешивал украшения по базе. Ночью, кстати, если зажечь все факелы, база смотрится очень симпатично. Они, кстати, не бесконечные, и со временем их нужно менять. На все окна в спальне повесил вот такие шторки из листьев. Рядом с кроватью поставил тумбочки, которые заполнил найденными консервами, а также лечебными повязками. На втором этаже забацал скамейку, а в спальне стол, на котором тоже можно хранить предметы. День 99. Раздобыл трофей пумы и повесил его к остальным. Круто смотрится. Пытался достать трофей леопарда, но встретить его так и не получилось. После обеда решил немного поиздеваться над лучником-аборигеном, а заодно пофармить туземных стрел. Сделать это оказалось весьма просто. Запас стрел у лучника бесконечный.
бесконечный. В момент выстрела я просто прятался за стену, из-за чего стрела втыкалась в нее. Я это дело собирал, и процесс повторялся. Так я игрался с ним до самого вечера, по итогу получив 34 стрелы. День 100. Весь этот день отдыхал, любовался красотами и построенной базой. За все это время персонаж прошел 200 километров, и его стошнило всего 4 раза. Утром 101 дня мое выживание подошло к концу. Вот такая история получилась. По правде говоря, игра сложная только для новичков, которые раньше не играли в эту игру. Игра не водит за ручку по всем механикам и нюансам, так что нужно потратить не одну попытку, чтобы во всем разобраться. Когда со всем этим знаком, даже на самом сложном уровне играть достаточно легко. Как и в большинстве игр подобного рода, 100 дней это слишком много. Уже после 50-го дня делать практически нечего, и ты начинаешь искать, чем можно себя занять. Несмотря на то, что игра вышла в релиз, багов тут достаточно. Искусственный интеллект очень слабый, и битвы даже с 5 или 10 противниками одновременно, как правило, не длятся дольше 20 секунд. Местоположение моей базы оказалось абсолютно читерным. Аборигены не могли меня достать, ягуары и пумы не приходили, змеи и пауки не ползали, даже крокодила в этой воде не было. Приходилось немного отходить от базы, чтобы его встретить. Строительство очень душное. Я ни в одной игре не встречал такого. Чтобы построить обычную стену, нужно перед этим построить еще несколько элементов. Я уже не говорю про количество ресурсов, которые для всего этого необходимо. Больше всего разочаровало то, что разрабы вырезали часть контента, из-за чего 2 локации из 5 стали абсолютно ненужными. В игре, конечно же, есть кооператив, так что вы можете играть в нее с друзьями, но, скорее всего, вам быстро надоест, по причинам, которые я рассказал чуть ранее. Но это была моя история. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайк и обязательно пишите в комментариях, как вам игра. Обязательно подписывайтесь на Telegram и также подписывайтесь на остальные платформы, ссылочки на которых в описании. А если вы любите стримы, то заходите на мой Twitch. Все ссылочки опять же в описании. Огромное спасибо моим спонсорам, которые поддерживают меня копеечкой. Вы лучшие. Ну а с вами был Тимур. До встречи в следующем видео и пока-пока.